Даже в детстве его сила была настолько велика, что он бесстрашно противостоял чудовищной гигантской лягушке и победил ее. Однако этот замечательный подвиг остался незамеченным, и заслуга была ошибочно приписана кому-то другому. Когда он родился, он сам выполз из материнской утробы, и его отец упал в обморок, увидев, что у его новорожденного сына пакет больше, чем у него самого. Только из этого его родители поняли, что он избранный, и решили потратить все свои ресурсы на уход за ним, в сильнейшего воина. Однако юный Ван понял, что для его психического здоровья лучше всего держаться в тени, и он всегда скрывал свои истинные способности от всех, особенно от своих родителей. В первый день своего нового учебного года Ван заходит в кампус и замечает статую Чжуи, который был известен как человек, спасший Хуасю. Когда он заходит внутрь, двое старшеклассников замечают его низкое значение силы, которое представляет собой число, представляющее силу человека. Преуспев в области духовных способностей, реши запугать его и попроси денег. Однако их издевательства внезапно прерываются золотым лучом огня. С неба слетает девочка, заявляющая, что несправедливо издеваться над первокурсником с низким значением силы, и эта девочка никто иная, как Сан Винг, дочь легендарного цветочного фруктового водного занавеса группа. Все восхищаются ею, в то время как старшеклассники, напуганные ее репутацией, быстро отступают, заявляя, что мальчикам не следует драться с девочками. Она подходит к Вану и заверяет его, что защитит его, несмотря ни на что, и они пожимают друг другу руки. Но, ко всеобщему удивлению, он протягивает ей $10, этого требовали от него хулиганы, что привело всех в замешательство, включая девочку Сан, так как она думала, что ее уровень неграмотности был выше этого. Позже зоопарк появится в виде голограммы и попросит учеников собраться для прохождения духовного принудительного теста, чтобы определить их место в классе. И ученики с отличными оценками будут зачислены в элитный класс, в то время как остальные будут в обычном классе. Когда начинается тест, первый ученик Сюань оказывается в темной комнате с водой на полу, как вдруг появляется гигантская лягушка, и вода начинает светиться. Студенты наблюдают за происходящим на большом экране снаружи. Девочка Солнце узнает в лягушке ту, что напала на город много лет назад и была побеждена мастером Чжо. Но после того, как он узнал, что девушки целуют лягушек, чтобы найти принца, он, очевидно, решил вернуться. Диктор сообщает, что настоящая гигантская лягушка находится под кампусом, и та, с которой они сейчас сталкиваются, является всего лишь воплощением ее духовной силы. Ученикам предлагается призвать свою собственную духовную силу и ударить лягушку по голове, однако многим ученикам не удается даже прикоснуться к барьеру. Затем на сцену выходит мальчик по имени Чен Чао, уверенно ударяя рукой по барьеру лягушки, который светится огнем и выбирается для игры. Элитный класс вместе с Ку Хао, у которого впечатляющее значение силы 886. Затем девушка Солнца присоединяется к соревнованию, поражая лягушку силой 2019, и Корона провозглашает ее богиней. Когда наступает очередь Вана, он привлекает внимание лягушки, которая чувствует его силу и вспоминает их встречу много лет назад. Лягушка размышляет о том, что если он нападет, то его душа окажется в опасности. Ван, чтобы сохранить свой обычный внешний вид, притворяется, что борется, прилагая минимум усилий, в то же время прилагая максимум усилий. Как раз в тот момент, когда он собирается нанести удар, экран дисплея выходит из строя, показывая перевернутое изображение лягушки. Ко всеобщему удивлению, значение силы Вана отображается на экране как 99,999 тысячных. Толпа ошеломлена, и девочка Солнца понимает, что на этот раз вокруг гигантской лягушки не было защитной мембраны. Он размышляет, почему лягушка так отреагировала, хотя на самом деле он ее не ударил, и понимает, что она притворялась мертвой. Он обеспечивает себе место в элитном классе, и класс успокаивается, когда Пан-инструктор начинает первый урок призыва. Пан объясняет, что пространство вокруг них заполнено духовными сущностями, и они должны использовать свою духовную силу, чтобы создать проход в пространстве и вызвать духовное существо. Далее она объясняет, что размер и сила призванного духовного существа зависит от уровня его силы. Ученики предпринимают свои попытки призвания, при этом Чин вызывает палку, что вызывает смех у остальных. Ну что же, я полагаю, он хотел развить свои навыки призыва. Тем временем девочки Солнца успешно вызывают собаку-скелет с милым розовым бантиком на хвосте и игриво называют ее бездомной собакой. Наблюдая за своим творением, она не может не задаться вопросом, сколько духовной силы на самом деле требуется, чтобы вызвать настоящего духовного зверя. Когда настает очередь Вана призывать, в классе происходит взрыв, и он неожиданно вызывает гигантскую лягушку из теста, вызывая панику среди учеников. Студенты. Инструктор Пан быстро вмешивается, смешивая бродячую собаку Санбора с гигантской лягушкой, в результате чего появляется странного вида зеленая лягушка. Цветная собака. Ученики с благоговением смотрят на новое творение и с любовью называют его лягушачьим. Наступает следующий день, и когда Ван идет в школу, на него нахлынул поток воспоминаний из детства, напомнив ему о причинах, по которым он всегда стремился держаться в тени. Он размышляет об экстраординарных событиях, которые, кажется, разворачиваются вокруг него, и вспоминает, как он обнаружил, что одно его прикосновение оказалось силой, с которой нужно считаться, разбив вдребезги приз. Меч для уничтожения драконов, выпущенный ограниченным тиражом, который его родители
родители с любовью купили для него. Хотя он и знал, что его мать на самом деле купила поддельный меч, чтобы его отец не растратил половину своих кровно заработанных денег. Необычные инциденты продолжали происходить по мере того, как он становился старше. И в один незабываемый день рождения он непреднамеренно поджег весь дом, пытаясь задуть каннибалов на крыше его торт. Забудь о детских стишках. Этот парень был занят тем, что ломал мечи и поджигал дома, даже будучи ребенком. Тем не менее, когда его родители увидели, как он в возрасте 6 лет победил гигантскую лягушку 5-го уровня, они решили, что тебе нужно вести обычную и счастливую жизнь. Они снабдили его защитным амулетом, который он должен носить на шее сзади, и золотой пилюлей, которую нужно принимать ежедневно, чтобы подавлять его силу. Несмотря на эти меры, он оставался сильным, и его отец пообещал создать новый амулет, который будет более эффективным в сокрытии его силы. До тех пор Хуан решил посещать школу и вести себя как можно незаметнее, сливаясь с остальными учениками вокруг него. Придя в школу, он обнаружил, что Чан и Сун Жун вступили в ожесточенную борьбу за место президента класса. Ван вскоре приходит в школу и обнаруживает, что Чан и Сун Жун вступили в ожесточенную борьбу за место президента класса. Сун Жун выкрикивает деньги своего отца в попытке повлиять на избирателей, предлагая им бесплатные продукты из столовой. Чан и его друг Боу критикуют ее за мошенничество. Однако она рассматривает это как возможность продемонстрировать свои таланты и обаяние. Никто не принимает бесплатные подарки, кроме Вана, которым движет ненасытная жажда бесплатной хрустящей лапши. Он принимает ее подарки и обещает голосовать за нее, а остальные овцы последуют за ним. Сиге удается расположить к себе Чена и Го, но это всего лишь подготовительная работа. Ее настоящий трюк заключается в использовании ее особой способности, называемой искусством соблазнения, которое делает любого, кто ей обязан, неспособным противостоять ей. Все отмечены запрещенным поднятым дзюцу, за исключением Вина, который покинул сцену в тот момент, когда получил свою лапшу и отдал ее телохранителю золотую пилюлю, чтобы тот передал ей Санран в качестве компенсации. Позже в классе толстый учитель Кан заметил, что у всех учеников есть отметки, и начал читать лекцию о древнем искусстве духовного соблазнения. Он говорит, что это работает, когда кто-то получает подарок от заклинателя, который использует ручные печати и заклинания, чтобы превратить всех в их поклонники. Ван также понял, что учительница нацелилась на Сунронг, но, к счастью, он вернул ей благосклонность с помощью золотой пилюли, так что теперь он в безопасности от ее чар. Он продолжает пялиться на нее, и Сунронг думает, что он ей интересен. Винг показывает, что лапша, которую он получил от нее, была вкусной, но она неправильно истолковывает его слова и думает, что он просит ее съесть золотую таблетку, которую он ей дал. Санронг соглашается, думая, что с помощью таблетки она может получить заряд духовной энергии, но оказывается, что это лекарство от нервов духовная сила. Санронг теряет свои духовные силы, и внезапно все освобождаются от ее заклинания соблазнения. Кан зовет ее, чтобы она попробовала произнести заклинание соблазнения, но у нее все еще кружится голова, и она падает, когда встает. К счастью, Вонг спасает ее, а затем учитель просит его произнести заклинание соблазнения, которое очень эффективно действует на Сун Жун. После этого выборы на должность президента класса проходят честно, и Чин побеждает. На следующий день по пути на занятия по изготовлению пилюль, Ван встречает Сун Жуна, который проходит по красной ковровой дорожке в сопровождении высокопоставленных персон. Он замечает магический знак у нее на макушке и понимает, что непреднамеренно применил к ней заклинание соблазнения. Он подходит к ней и нежно касается ее волос, прежде чем рассеять знак, чтобы освободить ее от обольщения. Однако у брата так много рис, что даже это заставило Сун Жун влюбиться в него еще сильнее. После этого их инструктор Пан объясняет сложный процесс создания пилюли жизненной силы с использованием глиняного горшка и печи. После того, как она объясняет все этапы быстрее, чем Эминем, ученики незаметно оценивают печь друг друга для выполнения задания. Шеннон принесла медный котел, принадлежавший его прадеду, а Санронг принесла промышленную печь с фабрики своего отца. Ванг привез микроволновую печь, а Гэу привез самую совершенную портативную печь, доступную на рынке. После того, как Чень насыпал в свой котел угля и поджег его, он убегает, а Пан говорит всем, чтобы они включили будильник на несколько часов после того, как поставят кастрюлю в печь. Все покидают класс, но Фроги прокрадывается внутрь, потому что он чувствует энергию, исходящую из печи, и хочет ею полакомиться. К счастью, вино предвосхитило действия Фроги, и он вовремя вернулся в класс. Фроги все-таки проглотил печь и убежал от Хуана, но его поймали и его вырвало. Ван решает вымыть ее, но Го неправильно понимает ситуацию, когда видит, как он выходит из туалета со своей печью. Охваченный замешательством и подозрениями, Гэу противостоит ему и целится в него из водяного пистолета. Ван объясняет ему правду, но Гэу не доверяет ему и нажимает на курок, выпуская яд из своего пистолета. Ван увернулся от удара, но случайно Чень оказался прямо за ним, и он был так измучен бегом, что не смог остановить попадание яда себе в рот. Чень падает в обморок и впадает в панику,
потому что из-за яда он находится в смертельной опасности. Ван собирается вылечить его, но Баку останавливает его, не понимая, что он делает. Они отводят Ченя в класс, и тот говорит Вану, что забудет о краже печи, если тот поможет ему создать таблетки, которые спасут жизнь Ченя. Ван решает подыграть Гоу и помогает ему усовершенствовать таблетку. Но так как мальчик с большими размерами паникует, что они могут, если не успеешь вовремя, лягушонок снова попытается перекусить на печи. Быстро отреагировав, Гоу использует заклинание, которое заставляет лягушонка излучать духовную энергию, прежде чем его отбросит прочь. Гоу удивлен, что процесс нагрева печи, кажется, ускорился. И они проводят несколько экспериментов, используя силу лягушонка, прежде чем он признается, что может манипулировать течением времени с помощью его духовной способности. Используя свои способности, Гоу и Ван ускоряют процесс изготовления таблеток. Они дают Ченю таблетку, чтобы помочь ему восстановиться. Но затем они слышат, как преподаватели и другие ученики возвращаются в класс. Гоу уходит на некоторое время к Сталину, но от него мало толку, и в класс врывается мисс Пэм. К его удивлению, все выглядит нормально, и вдобавок ко всему Пэм достает золотую таблетку из его печи и ставит ему полный балл в своем классе. Затем она идет к Вану и обнаруживает, что его таблетка сломана и обуглилась, и она ругает его за плохую работу. Го тронут, потому что он думает, что Ван отдал ему свою золотую таблетку и клянется ему в вечной верности. Он и не подозревал, что Вино ничего подобного не делает, и он никогда не вынимал пилюлю жизненной силы из своей печи, поэтому она была приготовлена вместе с таблетками противоядия. В то время как у Вана микроволновая печь, очевидно, не справилась со своей задачей по созданию таблеток. Пока все это происходило, Шен мирно спал в котле или пролетал сквозь него, а после занятий его выносили на улицу. Им даже удалось починить его сломанный котел с помощью способностей Фроги манипулировать временем, и Шен расплакался, когда обнял Вана и поблагодарил его. На следующий день Сатан Роллин подходит к Вану во время перерыва, приглашает его на свидание и лишает дара речи. Именно в этот момент он замечает на соседней крыше двух убийц в масках кроликов, целящихся в нее из снайперской винтовки Мёйс. Действуя быстро, Ван использует свои способности, чтобы перенаправить пулю, спасая жизнь Сун Жун. Не подозревая о грозящей ей опасности, она продолжает умолять Вана пойти с ней на свидание. Но в этот момент в класс входит Кан и просит Вана следовать за ней. Он использует этот шанс, чтобы сбежать от симпатичной, но она ошибочно полагает, что он сказал ей «да», и продолжает следовать за ним. История об их зарождающемся романе становится предметом разговоров в школе, и даже ассасины обращают на это внимание. Тем временем Кан знакомит Вана с директором школьной лиги, мастером Чжуи, и оставляет их наедине, чтобы обсудить кое-что. Чжу сразу узнает в нем мальчика, который победил гигантскую лягушку, и встает на колени, чтобы выразить уважение Вану. Он просит его взять его в ученики, но Ван действительно беспокоится, просто думая об этом, и он использует свой особый навык забвения, чтобы стереть воспоминания Юя об этом событии. На следующий день Вану приснился кошмар о том, как Сунь Жун заставляет его пойти с ней на свидание. Но когда он просыпается и смотрит в окно, он обнаруживает, что его кошмар вот-вот превратится в реальность. Пораженный, он быстро задергивает занавеску и спускается вниз, чтобы позавтракать. К его ужасу, его родители в восторге от того, что он будет встречаться с Сун Жун, и они призывают его жить полной жизнью. Они с гордостью показывают ему высококачественные питательные таблетки, которые дала им Сун Жун, и фактически продают своего сына молодой сладкой мамочке. Он неохотно садится в машину Сун Жун и втайне мечтает, чтобы убийцы из прошлого появились сейчас. Она сообщает ему, что они направляются в парк развлечений под названием Небесный рай, который, как оказалось, является объектом недвижимости ее семьи, который ее дедушка построил исключительно для нее. Внутри парка они посещают гигантскую статую, лицо которой, как говорят, предсказывает будущее отношений между теми, кто засунули руку ему в пасть. Сун Жун, веря в легенду, убеждает Вана попробовать это. Однако, как только они приблизились к рту статуи, он заметил двух убийц, которые следовали за ними сюда. Один наемный убийца быстро достает оружие и стреляет, но Ван умудряется поймать пулю ртом и выплюнуть ее обратно в него, отправляя его в полет. Сун неправильно понимает его реакцию и думает, что он улыбался ей, поэтому он стирает ее память и память гида. Ван и Сунь Жун продолжают свое свидание, наслаждаясь различными аттракционами и играми. При этом Ван обеспечивает их безопасность, предотвращая любые дальнейшие попытки убийц. Он также использует свой трюк забывания всякий раз, когда это необходимо, чтобы стереть эти инциденты из их памяти. На закате солнца Сун Жун спрашивает его, не могли бы они вместе покататься на колесе обозрения и посмотреть фейерверк. Ван соглашается, думая, что там он сможет обрести душевный покой. Но оказывается, что он ошибался, когда убийцы следуют за ними по пятам. Пока они наслаждаются прекрасным зрелищем, убийцы внезапно подкрадываются к ним и держат на мушке. Сун Жун подозревает, что убийцы принадлежат к преступной организации под названием «Теневая фракция», и встает между убийцами и Ваном, полной решимости защитить его. Увидев это, Ван приходит в ярость и одним взглядом отключает оружие и телефоны убийц. Затем он выбрасывает их с колеса обозрения, даже не прикасаясь к ним, и поражает мощным огненным заклинанием, уничтожая их без следа среди фейерверков в небе. Затем Ван попросил Сун Рон сохранить все, что произошло в секрете, и она пообещала ему это сделать. Впервые в своей жизни, вместо того, чтобы отнять у кого-то воспоминания, Ван положился на обещание хранить тайну,
а затем вернулся к любованию фейерверком. Покажите это вместе с Сун Ронгом. На следующий день в школе царит напряженная атмосфера, так как Го и Чен нетерпеливо расспрашивают Вана о его свидании с Сун Жун. Сун Жун приезжает на своем лимузине в сопровождении бдительных телохранителей и присоединяется к разговору. Ее телохранители образуют вокруг них защитный круг, поскольку Кан сообщает им о постоянной угрозе со стороны убийц из фракции теней, которые пытались напасть на нее вчера. И таким образом их безопасность была усилена. Сун Жун утверждает, что не видела никаких убийц, и в этот момент появляется Чжу и заявляет, что он расправился с ними прежде, чем они успели что-либо предпринять. Вчера, после того, как Сун Жун вернулась домой, Ван применил к Чжу свой трюк с частичным забвением, чтобы заставить его вспомнить себя героем, который остановил убийцы. Затем Цзо сообщает всем, что на Сун Жун был отдан приказ о теневом убийстве, и вскоре за ней придут много сильных убийц. Он объясняет повышенные меры безопасности, принятые для защиты Сун Жуна, такие как солдаты в доспехах у ворот и различные уровни безопасности внутри здания. Чжу инструктирует всех собраться в его кабинете, который оборудован мощным защитным силовым полем. Кроме того, он упоминает, что спецназ будет патрулировать территорию с помощью своих волшебных летающих мечей, чтобы предотвратить дальние снайперские или воздушные атаки. Однако ассасины обходят все меры безопасности, и первый из них пробирается в здание школы через подземный туннель. Этот человек убийца номер 3 в команде Хаммер, и он использует игрушечный молоток, чтобы вырубить всех обычных охранников, размещенных вокруг школы. Чжу и Кан замечают его до того, как он разбивает камеру наблюдения своим куриным молотком. Они немедленно начинают менять свою стратегию и уверяют студентов, что убийцы не причинят им вреда, но студенты не обращают на них никакого внимания. Они слишком заняты просмотром TikTok и обсуждением вчерашнего свидания Вана и Сун Ронга. Тем временем еще один убийца, второй член команды Хаммер, тоже проник в здание. Он уничтожил группу элитных телохранителей, используя ядовитый газ, и направился к офису Чжу, но был застигнут врасплох, когда Кан напал на него. Чжуо и студенты наблюдают за разворачивающейся битвой на экране из кабинета. Тем временем Вану ужасно хочется хрустящей лапши, и он делает заказ, наблюдая за боем между убийцей номер 2 и Кангом. Канг успешно избегает ловушек убийцы и с легкостью разбивает его шипастые молотки. Как только убийца пытается сбежать, используя взрыв отравленного газа, кто-то вырубает его, просто открыв дверь у него перед носом. Он тут же извиняется и отправляется за едой, в то время как Чжу заверяет обеспокоенного Санрана, что с ним все будет в порядке. По пути за своим заказом Ви встречает лидера команды Молот, который прячется, используя свою силу невидимости, собирая энергию в свой массивный молот. Он замечает, что нашел его, но пока ассасин паникует, выясняется, что Ван имел в виду именно это для своего приказа о хрустящая лапша. Ассасин номер 1 испытывает облегчение от того, что его не заметили, но Ван поясняет, что он может видеть даже Джона Сину, так что в нем нет ничего особенного. Осознав, что Ван может видеть сквозь его заклинание невидимости, ассасин решает отказаться от миссии, чтобы немедленно расправиться с ним. Он высвобождает всю собранную энергию и замахивается на Вана своим полностью заряженным молотом, но тот падает на него, как яйцо на камень, и Ван остается совершенно невредимым. Он продолжает небрежно есть свою хрустящую лапшу, в то время как убийца падает на колени, испуганный духовной энергией Вана. Ван тащит убийцу за собой, и Чжу подбегает к нему, снова обращаясь к нему как к своему хозяину. Он использует все тот же старый трюк с частичным забвением, заставляя его поверить, что именно он победил убийцу. Убийцы задержаны полицией, и все собравшиеся вокруг Чжу хотели бы похвалить его за храбрость, но они замечают Вана у него на руках, который, похоже, был ранен. Хуан притворился больным после школы и взял отпуск по болезни, оставаясь дома в течение 10 дней. Сон Ронг так волновалась, когда он притворился больным, что она установила медицинскую капсулу мирового класса, чтобы заботиться о нем, и он проводит все свое время лежа внутри нее. Его мать кричит на него, призывая перестать притворяться и немедленно вернуться в школу. Она приносит завтрак и просит его вылезти из капсулы и поесть. Как раз в этот момент его отец кричит снизу, что к нему пришли друзья. Бедный Ванг приходит в ужас и быстро бежит обратно в хижину, притворяясь больным, в то время как его мать приветствует его друзей, которые принесли цветы и подарки. Мать Вана любезно говорит им, что в этом нет необходимости, и спускается вниз, чтобы приготовить закуски. Го дразнит Вонга за то, что он все еще болен, и представляет ему свою домашнюю птицу, птичку-двойку, которая сидит на целебной хижине вина и постоянно насмехается над ним. Все смеются, кроме Вана, который молча проклинает уродливую птицу. Внезапно Сан Винг внезапно вспоминает, что они оставили Фроги у двери, но Фроги входит вместе с мамой Вана, которая подходит прямо к Вану и начинает лизать его лицо. Она благодарит всех за заботу о ее школе Summit School, и Сан Ронг видит в этом возможность наладить с ней отношения будущая теща. У нее есть для миссис Ван несколько эликсиров и питательных таблеток, которые, как она утверждает, помогут Ван выздороветь. Она также предлагает сделать ему инъекцию, содержащую тоник из куриной крови для полного выздоровления. Мать Вана продается только с этими подарками, и она уходит, сказав сыну, чтобы он хорошо относился к своим друзьям, особенно к Сунь Жуну. Сунь Жун отталкивает лягушонка и садится рядом с Ваном. Она спрашивает его, чувствует ли он себя лучше, когда делает ему инъекцию тонизирующего средства из куриной крови, и говорит, что
что оно, как говорят, творит чудеса для выздоровления. Ван приходит в ужас, услышав это, и Чень приходит ему на помощь, сообщая, что Кан раздал браслеты, чтобы проверить духовную силу каждого человека. Ученик их школы, входящий во фракцию 60. Он принес браслет Вана, чтобы тот мог проверить свою духовную силу. Но Сунь Жун рассердился на это и заявил, что духовное испытание потребует много энергии, и Ван не должен проходить его, если он не очень хорошо себя чувствует. Чтобы избежать употребления Сунь Жун тоника с куриной кровью, Ван подбегает к Ченю и забирает у него браслет, объявляя, что он выздоровел и поэтому может испытать свои духовные силы. После этого Чен демонстрирует, что нужно сконцентрировать всю свою духовную силу в сфере, чтобы браслет мог измерить духовную силу. Показатель силы Кена составляет около 600 единиц, и Гуль замечает, что это значение не сильно отличается от результатов вступительного теста. Он объясняет, что это означает силу вне тела, которая достигается путем концентрации духовной силы и визуализации ее вовне. Это требует постоянных тренировок и означает способность проявлять духовную силу в любой форме, что делает человека истинным самосовершенствующимся. Затем Хьюго проходит свой семестр, и его показатель духовной силы достигает всего 176 баллов, что вызывает у него чувство стыда. Он в смущении пытается выпрыгнуть из окна Вана, но Чан спасает его. Затем Санрал говорит, что ей, вероятно, следует пропустить тест, чтобы не повредить браслет. Однако Гэу и Чен отмечают, что она набрала всего 2019 баллов на вступительном тесте, поэтому ее сфера не должна быть достаточно большой, чтобы нанести какой-либо ущерб. Сунь Жун неохотно соглашается и проходит тест, и, ко всеобщему удивлению, ее духовная сила почти сносит комнату, и она набирает очки. Замечательный результат. 4015. Ее выступление ставит ее на второе место в списке 10 лучших культиваторов средней школы Китая, уступая только Тан Цзин из их соперника, школы фракции 59. Теперь очередь Ванга сдавать тест. Поскольку он носит браслет, он думает о том, что может потерять свою духовную силу, чтобы получить низкий балл за тест. Сначала он создает небольшую сферу, думая, что этого будет достаточно, но даже это слишком сильно, и все в комнате буквально борются за то, чтобы оставаться на Земле. Ван быстро перенаправляет свою духовную силу в космическое пространство, создавая гигантскую сферу духовной силы, большую, чем сама Земля. Все задаются вопросом, куда делась его духовная сфера, и он получает нулевую оценку. Это просто означает, что его сила была больше, чем можно измерить с помощью браслета, и он занимает первое место среди всех культиваторов средней школы. Его друзья недоумевают, как он может получить нулевой балл, и Ван предполагает, что это может быть ошибка дисплея. Все расходятся по домам, и Ван слышит, как Го говорит о взломе школьной системы, чтобы изменить его оценку. Ему приходит в голову блестящая идея, и ночью он обращается к Го за помощью, чтобы тот мог взломать систему и изменить свой балл до 175. Го соглашается помочь ему и начинает взламывать школьную систему. Система, использующая сложное заклинание для предсказания пароля. Удивительно, но оказалось, что пароль состоит всего из 8 символов звездочек, который заметил имя Тан Цзин на втором месте и заменил его на имя Берди, потому что у них была какая-то история в школе Культиватор Крем. Однако, когда Гэу вмешивается в кодировку системы, срабатывает сигнал тревоги, и он быстро уходит, прежде чем успевает изменить оценку Вана, оставляя он разочарован. В то время они еще не знали, что Тан Цзин и его друг из фракции 59 также взламывали систему в то время. Момент, и они недовольны тем, что Го последовал за их попыткой и включил сигнализацию. Тан в ярости от того, что его имя изменили, и он хочет преподать урок ученикам из школы фракции 60, так как подозревает, что за этим стоят они. На следующий день Ван возвращается в школу, обедает со своим близким другом, когда программа новостей по телевизору привлекает его внимание. Их внимание. В новостях показывали тренировку студентов фракции 59, которые готовились к национальным соревнованиям по фехтованию среди старшеклассников, которые должны были состояться в ближайшее время. Репортер подчеркивает, что способности студента соответствуют профессиональным стандартам, и подчеркивает выступление Тан Цзинза, который с легкостью уклоняется от сотен ударов мечом. Репортер берет интервью у Тана, спрашивая его об их подготовке к поединку с соперником фракции 60. Он уверенно упоминает, что его товарищи по команде прошли тщательную подготовку в течение месяца, и они ничего не потеряют. Затем репортер спрашивает его, есть ли у него какие-либо сообщения для фракции 60. Он признает огромную силу Сунь Жун и выражает свое желание встретиться с ней лицом к лицу. Однако, когда его спрашивают о Ван, которая была поставлена на первое место, его разочарование становится очевидным. И он саркастически желает Вину удачи, прежде чем резко завершаю интервью. Позже тем же вечером Ван и его друзья находятся у себя дома, расслабляясь после долгого дня. Внезапно они получают неожиданное приглашение от Кана пообщаться в чате, где он сообщает, что все пятеро являются участниками предстоящего национального соревнования по фехтованию на мечах. К своему удивлению, они обнаруживают, что Фроги, их верный пес-компаньон, был включен в список в качестве пятого. Оказалось, что Фроги прошел тест на духовную силу и набрал впечатляющую пятерку, превзойдя даже Тана и заслужив право участвовать. Это был план, который Кан и Чжу вынашивали в тайне, чтобы выиграть турнир любой ценой. Мспан изначально была против этого, но Сюй убедил ее, поскольку уже был прецедент участия духовных зверей в соревнованиях. Кен делится хорошими новостями со своим отцом, который чрезвычайно гордится им и дарит ему особый духовный меч,
который был выкован при его рождении. Затем Гэу охотно делится подробностями о своем собственном заветном мече, которым он владеет уже почти 8 лет. Клинок был выкован с использованием зубов грозного духовного зверя, но он пока не смог раскрыть его дух меча. Санрон присоединяется к разговору посредством видеозвонка и демонстрирует свой духовный меч Океан. Канг сразу же шокирован синим цветом меча и понимает, что Санронг создала дух меча. Требуется время и усилия, чтобы установить подлинную связь с мечом и проявить его дух, и инструкторы в группе хвалят Санронга за это. Затем она поражает всех, демонстрируя богатство своего поколения и рассказывая, что ее семья выковала еще 13 мечей, похожих на Оушен, просто на всякий случай. Один ломается. Затем Кан объясняет процесс создания духовного меча Спирит. Изначально дух меча находится в хаотичном состоянии, но при определенных усилиях он затвердевает и принимает форму маленького зверя или человека. Со временем и тренировками он эволюционирует в улучшениях, постепенно развивая интеллект. А некоторые духи меча, которыми обладают исключительные культиваторы, даже обладают способность мыслить. Канг-Башар – это то, что они узнают больше об этом на занятиях более высокого уровня и поощряет их развивать сильную связь со своими духовными мечами. По ходу разговора Фроги становится центром внимания, и группа игриво дразнит его, задаваясь вопросом, как собака могла обладать духовным мечом. К их удивлению, Фроги удивляет их всех, отправляя видео, на котором он вытаскивает духовный меч под названием «Меч неба» из своего тела, а потом проглатываешь его целиком. После этого все взгляды устремляются на Вана, и его друзья с нетерпением спрашивают, обладает ли он тоже духовным мечом. После того, как он спокойно доедает свой пакетик с хрустящей лапшой, он дает им простое «да» в качестве ответа, чтобы закончить разговор. Кажется, никто не замечает, что Вино не хочет участвовать в конкурсе. Он обеспокоен тем, что если он покажет свою истинную силу на конкурсе, то это станет концом жизни на Земле. Однако его друг и инструктор относятся к соревнованиям очень серьезно, не оставляя ему выбора. Он спускается вниз, чтобы спросить своих родителей о своем мече, но обнаруживает, что его родители смотрят телевизор, а Джу и его команда расправляются со штаб-квартирой теневой фракции после покушения на Сунь Жуна. Затем Ван отвлекает внимание своих родителей от телевизора и спрашивает их, где находится его духовный меч. Затем он отправляется на чердак в поисках своего меча и, наконец, находит коробку с ним, которая начинает светиться в присутствии Вана. Из коробки появляется мальчик с белыми волосами и восклицает, что прошло уже 10 лет. Вздрогнув, Ван быстро закрывает коробку и чувствует острую боль от своего амулета. На следующий день Ван собирается со своими друзьями за школьными воротами. Чен и Го подшучивают над его крошечным деревянным мечом и в разговоре отпускают несколько двусмысленных шуток. Сунь Жун, однако, считает, что милый лягушонок – единственный, кто осознает огромную силу меча Вана. Кан, Джо и Мисс Пан прибывают и сообщают группе, что соревнование будет проходить во фракции 59 в течение 5 дней, требуя, чтобы они оставались там. Увидев, что Ван не взял с собой никакого багажа, Кан спрашивает его, справится ли он без своих вещей. Не подозревая о том, что Ван собирается симулировать боль в животе и вернуться домой до начала соревнований. Все согласны с тем, что Джу садится в автобус, так как у него есть неотложные дела, о которых он должен позаботиться. Его команда захватила босса теневой фракции. Но оказалось, что он был пойман роботом-смертником, в то время как настоящий босс преследует Санран, чтобы покончить с ней навсегда. Внутри автобуса дух меча Вана, Джинг, пытается вырваться наружу, но он подавляет его и напоминает ему об их вчерашнем соглашении. Он дал духу меча хрустящую лапшу в обмен на молчание. Автобус вскоре подъезжает к воротам фракции 59, где их встречают трое других учеников Танцзина и их инструктор Си. Пан и Си смотрят друг на друга с сильной ненавистью и ревностью. Когда-то они были близкими друзьями, но теперь они соперники, которые постоянно оскорбляют и насмехаются друг над другом. Они ссорятся из-за способностей своих учеников, но Ван раздражен, потому что не может найти возможности симулировать боль в животе. Чтобы отомстить Пан, она идет к Вану и применяет к нему свой грандиозный тестовый трюк. Через него проходит луч духовной силы, и он понимает, что может использовать это в своих интересах. Он ухватывается за эту возможность и делает вид, что падает на землю, держась за грудь. Все из фракции 60 собираются вокруг него, чтобы проверить, все ли с ним в порядке. Неожиданно появляется дух его меча и сообщает Хуану, что его амулет ломается. Осознав это, он спрашивает духа меча, почему тот не сказал ему об этом раньше, на что тот отвечает, что пытался сообщить ему об этом в автобусе. Но Хуан продолжал запихивать его обратно внутри. Затем амулет разбивается вдребезги, высвобождая невообразимое количество духовной силы в небо. Все в ужасе и подозревают, что море причиняет ему какой-то вред. Она, однако, отрицает свою причастность и говорит, что Ванг, должно быть, играет в футбольной команде, потому что он так хорошо умеет играть. Сын этого Энгера, и она кричит на Семена: «Посмотри на Вана», и спрашивает, как она может называть это актерской игрой, когда он находится в таком критическом состоянии. Хотя все шло не так, как планировал Ван, до сих пор все шло так, как он планировал. Но он понимает, что если его сила будет, если их не усмирить в ближайшее время, может произойти катастрофа. Бригада медиков осторожно кладет Вана на носилки, и Сун Жун спешит быть рядом.
рядом с ним. Когда Тан останавливает ее и рассказывает о том времени, когда они вместе ходили в школу самосовершенствования, она просит его оставить ее в покое. Однако он голландец, которому наплевать на ее чувства, и он хвастается своим нынешним положением председателя студенческого союза фракции 59-ок. Раздраженный им Санронг пытается нанести удар кулаком, но, к сожалению, его останавливает невысокая девушка с белыми волосами. Затем Тан представляет ее как Ешу Бай, секретаря студенческого профсоюза. Кен, обеспокоенный благополучием Сунронг, отправляется ее спасать, но его останавливают лакеи Тана. Тем временем тело Вана охвачено пылающим фиолетовым пламенем, и структура Се перевязывает его бинтами, как мумию, чтобы потушить его. Тан знает, что виновником этого является пятый член их команды, но он шутит, что духовная сила Вана кажется очень изменчивой и взрывоопасна. Сын Рон в ярости из-за того, что он намеренно пытается навредить Вану, поэтому она выхватывает свой меч и бросается на Тана, но только для того, чтобы ее останавливает Кан, который велит ей сдерживать свой гнев до начала соревнований. В медицинском кабинете Ван убегает от врачей и начинает искать способ незаметно покинуть фракцию 59. Он знает, что его амулет на пределе, и если он использует свою духовную силу еще несколько раз, миру придет конец. Вин звонит своему отцу, который занят тем, что спускает в унитаз сосиску, но когда он узнает о дилемме своего сына, он выезжает ему навстречу, даже не вытерев задницу. Тем временем другие ученики собираются в спортзале, чтобы получить инструкции от мисс Си относительно соревнований на следующий день. Она объясняет, что соревнование будет похоже на матч за доминирование в Call of Duty. На поле есть 5 алтарей, а именно металл, дерево, вода, огонь и земля. Вложив свой меч в алтарь, вы наберете очки, и первая команда, достигшая 100% победы, выиграет. Затем Тан начинает издеваться над фракцией 60, указывая на то, что у них есть только 4 участника, которые в данный момент больны вином, и предлагая им сдаться. Го парирует в ответ, говоря, что во фракции 59 также всего 4 участника. Тан отвечает угрожающим смехом, утверждая, что их пятый участник был там все это время. Внезапно огромная волна почти обрушивается на фракцию 60, и из нее выходит гангстер, который хочет, чтобы его называли Бифанг. Он пятый член фракции 59, но он сразу же начинает флиртовать с Санром и предлагает присоединиться к ней, если она примет его цветок. Видя, что она в беде, Чен бросается на ее защиту, но Бифонг использует барьер и отправляет его в полет. Бифанг снова просит Сунронг принять его цветок, но Чен возвращается и снова нападает на него. Бифенг просто отбрасывает его в сторону, прежде чем ошеломить его огромной скоростью и нанести мощный комбинированный удар. Однако Чен не из тех, кто сдается. Он помнит слова своего отца о борьбе со всеми видами несправедливости в мире и высвобождает всю свою энергию, когда идет на это. Удар кулаком. Бифенг просто хватает его за руку и уничтожает ее, используя свою негативную духовную энергию, прежде чем отбросить его в сторону. Как раз в этот момент Ван входит в спортзал, думая, что нашел выход, и ловит Чена, который летит к нему навстречу. Как только Ван ловит его рука приходит в норму, что шокирует всех. Когда Кан объясняет Пану, что Бифунг использует отрицательную духовную энергию, которая может разрушить материю, когда она вступает в контакт с положительной духовной энергией. Лягушонок хочет сказать ему, что если амулет Уэйна сломается, его отрицательная энергия уничтожит всю галактику. Как раз в этот момент Вану звонит его отец с просьбой приехать и забрать его амулет, но он вешает трубку, зная, что ему не удастся незаметно проникнуть внутрь. «Уезжай прямо сейчас». Фонг недоумевает, как мальчик смог вылечить руку Ченя в одно мгновение, понимая, что он может быть более могущественным, чем кажется. Бифенг внезапно наносит удар, наполненный негативной духовной энергией, прямо ему в лицо, чтобы проверить его силу. Удивительно, но Ван спокойно принимает удар и почти не получает повреждений. Бифан совершенно потрясен, осознав, что, похоже, он вообще не обладает духовной силой. В противном случае его голова была бы разрушена. Ван, лишенный каких-либо эмоций, просто уходит, и когда Сунронг подходит спросить, все ли с ним в порядке, он дарит ей розу, которую только что украл у Бифа. Затем всем дается указание разойтись по соответствующим комнатам для приготовления пищи. Однако Ван извиняется, говоря, что хочет купить хрустящую лапшу со вкусом сладкого картофеля, выпущенную ограниченным тиражом. Никто не знает, что Луинг, босс теневой фракции, замаскировалась под студентку фракции 59 и преследует Вонга. Бифанг находит ее и понимает, что на самом деле она милфа, которая притворяется подростком. Он просит ее встречаться с ним, но когда она отказывается, он совершает ошибку, называя ее старой коргой. Ей это не нравится, и она отказывается. Бифанг встает и угрожающе смеется, называя ее достойным противником. Однако вскоре она показывает ему разницу в их уровнях, нейтрализуя его сферу негативной духовной энергии в одно мгновение. Бифангу достается по заднице, но, к счастью, Вонг натыкается на него, когда он уже собирается покончить с собой навсегда. Люин ухмыляется, увидев его, и сразу же решает сменить цель.
цель. Затем она связывает Вана и Бефунга своими темными духовными цепями, лишая их возможности сбежать. Она затаскивает их на крышу, где передает своему старому водителю. Затем она начинает пинать Вонга каблуками, думая, что он неудачливый бойфренд сына Рона. Однако она не обращает внимания на тот факт, что его амулет вот-вот сломается. Печать силы Вана почти исчезла, и когда Лян топчет его, оскорбляя, его эмоции вызывают бурю. Дух меча Вана отчаянно пытается вернуть его в нормальное состояние, чтобы он случайно не высвободил свою духовную энергию, но никакие крики его не разбудят. Наконец, когда он говорит, что сегодня можно будет купить хрустящую лапшу за полцены, Ван берет себя в руки, вызывает Динг, чтобы вздохнуть с облегчением. Затем Линк маскируется под Бифанга, используя вуду, и присоединяется к собранию студентов, посвященному конкурсу. Она внезапно распахивает дверь и объявляет, что Ван был похищен, чтобы вынудить Сунронга совершить необдуманные действия. Чжуи, который присоединился к ним, предвидя, что враг может спланировать что-то подобное, спрашивает, не является ли похитительница хорошенькой блондинкой. Делая это, он не только подтверждает, что это женщина Цзян Ли Ин, лидер теневой фракции, но и возвышает ее. Затем Тан просит Ишу воспользоваться ее расчетами, и она показывает, что в старом кампусе есть какая-то странная духовная сила. Почувствовав надвигающуюся опасность, охранники Сунь Жун готовятся увести ее, чтобы обеспечить ее безопасность. Однако она избивает их и заявляет, что ее семья никогда не отступает от борьбы. Она говорит, что Ван ее самый близкий друг, и она спасет его любой ценой. Остальные члены фракции 60 присоединяются к ней вместе с ее телохранителями. Госпожа Цзи также отправляет своих учеников, но советует им не участвовать в бою, поскольку их основная цель – оценить боевые навыки противника. Тем временем Ван Лин спокойно спит, потому что теперь ему не нужно беспокоиться о том, как избежать соревнований. Однако его безмятежный сон прерывается, когда водитель объявляет, что пора выполнять свою работу, и Бифунг начинает звать на помощь. Раздосадованный, водитель пинает его и отправляет на этаж ниже, от чего дрожит все здание. Дженг сообщает Вану, что старик обладает очень сильной духовной силой, но не хочет этого показывать. Сунь Жун и остальные члены группы прибывают на место происшествия и видят Вана привязанным к столбу. Телохранители садятся на свои летающие мечи и направляются на крышу. Водитель организует атаку, используя свою духовную силу, и уничтожает их, спокойно попивая чай, говоря, что в наши дни молодые люди целятся хуже, чем штурмовики. Разобравшись с первой партией, водитель запускает свою специальную атаку и призывает солдат, сделанных из золотой духовной энергии, чтобы уничтожить своих врагов. Сан Роул приказывает своим телохранителям не высовываться и в одиночку сражается с армией. Она призывает все свои океанские мечи, и, к ее удивлению, ей удается ненадолго задержать водителя. Однако сила водителя ошеломляет, и Сан Ронг начинает проигрывать битву и быстро падает на землю. Как раз в тот момент, когда ситуация кажется безнадежной, Виндлинг вмешивается, используя свою способность манипулировать временем, чтобы вернуться к тому моменту, когда водитель отправил Бифунга через крышу. Инциденты, которые происходили до сих пор, переписываются почти так, как если бы все происходило в рамках дзиндзюцу Такюши. Ван побеждает водителя и использует свой трюк забывания на Чжоу, заставляя его приписать себе победу над стариком. Затем водитель оказывается связанным духовной цепью, и все шокированы, увидев там Чжоу. Чжоу сообщает прессе, что все заложники были спасены и что старика подозревают в принадлежности к теневой фракции. Спецназовцы обследуют здание, и один из них спрашивает Вана, не появилась ли дыра в результате боя, но он отвечает, что она уже была там, когда он вошел. Его привезли сюда. Как только спецназовец уходит, его дух меча, Джей Кей, появляется из дыры и спрашивает его, что делать с Бефунгом, который лежал внутри без сознания. Ван приказывает Джинку присматривать за ним и не выпускать его, думая, что если если кто-то не примет участие, конкурс будет отменен. Однако он и не подозревал, что Луи, переодетый в Бефунга, будет участвовать в конкурсе. Так что на следующий день, к своему ужасу, Ван вынужден принять участие в конкурсе, которого он отчаянно хотел избежать, задаваясь вопросом, как здесь оказался Бифунг. Студентам выдают специальные наушники Bluetooth, чтобы они могли общаться со своими товарищами по команде. Им также говорят, чтобы они не поднимались выше 5 метров над землей и чтобы поле боя было покрыто специальным восстанавливающим полем, так что они не получат никаких серьезных повреждений из-за соревнований. Соревнование вот-вот начнется, и затем участники кладут руки на магический кристалл, который телепортирует их в Вавилонскую зону. Как раз в этот момент подбегает отец Вана, чтобы отдать ему амулет, но уже слишком поздно, так как он входит в Вавилонскую зону. Увидев отца своего учителя, Чжоу взволнованно подходит к нему. Отец Вана доверяет Чжоу и рассказывает ему о затруднительном положении своего сына и о том, что амулет сломался, повергая его в шок. Фракция 59 взламывает систему, и все, кроме Бифанга, участвуют в соревнованиях в одном и том же месте. Тем временем все 60 членов фракции разбросаны по разным местам. Иша использует свои усовершенствования нейронной связи, чтобы узнать местонахождение 60 членов
фракции, но не может найти местоположение Вана из-за его низкое значение силы. Чен находится у западного алтаря металла, Санронг у северного алтаря воды, Фроги у южного алтаря огня, и Банг тоже там. Учитывая местоположение всех остальных, Тан предсказывает, что Ван должно быть приземлился у восточного алтаря дерева. Как только это было сказано, член фракции 59 с оранжевыми волосами побежал к Вану, думая, что он самая легкая добыча. Тем временем Ху оказывается в том же месте, что и фракция 59, и он гадит кирпичами, опасаясь, что его найдут. Его прикрытие разрушено атаками Тен, но Google хитроумно оставил вместо него приманку. Тан поддается на уловку и наносит удар приманки, в то время как ГУ ускользает. Он обеспокоен тем, что у него осталось только 2 бумажные куклы в качестве приманки, а соревнование только началось. Однако он заметил рыжего парня, который шел за вином, и решил последовать за ним и сбить его с ног. Фракция 59 затем рассеивается, чтобы сразиться с фракцией 60 и успешно захватить алтарь земли. Услышав это объявление, Чем встревожился и бросился захватывать металлический алтарь. Однако его неожиданно ударили острые листья странного металлического дерева, которые оставили царапины по всему его телу. Несмотря на это, Чень продвигается вперед, но добравшись до алтаря, он задается вопросом, как его захватить. Как раз в этот момент позади него появляется Иешуа. Чен говорит, что драться с женщинами ниже его достоинства, и он предлагает ей напасть на него 3 раза, чтобы сравнять счет. Однако он остается озадаченным, когда она заявляет, что покончит с этим в течение нескольких секунд, но ничего не происходит. Он думает, что она насмехается над ним, но внезапно он теряет контроль над своим телом и начинает бить себя. Это была техника Йиши, которая выпустила паутину, которая воздействовала на нервную систему жертвы и делала их ее марионетками. У алтаря огня Фроги и Бифонг вступают в жаркую схватку. Когда они обмениваются ударами, Фроги поглощает негативную энергию Бифонга, используя ее для усиления себя. Однако, несмотря на поглощение негативной энергии, Фроги в конечном счете побежден Бифангом, который затем успешно захватывает алтарь огня. Тем временем к деревянному алтарю прибывает рыжий парень и находит Вана лежащим на земле без сознания. Считая, что ему повезло, направляется к алтарю с намерением захватить его. Однако Ван вскоре приходит в сознание, и как раз в тот момент, когда Джинджер собирается напасть на него, вмешивается Гуу и поражает его своей особой способностью, которая позволяет ему буквально выплевывать батончики. Они вступают в серьезную битву, в то время как Ван просто наблюдает за ними, лишенный каких-либо эмоций. В то же самое время Сунь Жун собирается захватить алтарь воды, когда на нее внезапно нападает Тан. Они вступают в жестокую битву, каждый из которых управляет своим могущественным духом меча. Ледяной дух Тана на равных противостоит духу воды Сунь Жуна, и, похоже, ни один из них не одерживает верх. Внезапно было объявлено, что фракция 59 успешно захватила 4 алтаря. В попытке переломить ситуацию, Санронг пытается использовать свой особый прием, называемый техникой танца океана. Но Тан быстро парирует это, замораживая озеро, стоя на нем, чтобы получить элементальное преимущество. Сунь Жун все еще мчится на него со всех ног, но дух меча Тан способен удержать ее самостоятельно. Они обмениваются ударами, демонстрируя свои навыки владения мечом, но затем Банг присоединяется к бою по просьбе Тана. Теперь, столкнувшись лицом к лицу с 2 грозными противниками, Сунь Жун беспокоится о том, как ей вырваться из их лап. Внезапно они слышат крик рыжего парня, который летит по небу как ракета. Несколько мгновений спустя мощный порыв ветра проносится по всей зоне боевых действий и разбивает лед, чудесным образом предоставляя Сан Неверному возможность спастись. Тан замечает, что это огромная негативная энергия, более сильная, чем у Буфона, и решает уйти, чтобы исследовать ее источник после того, как он захватит алтарь воды. После захвата 5-го алтаря фракция 59 получает бонус к скорости. Но затем появляется еще одно объявление, в котором говорится, что фракция 60 захватила деревянный алтарь, что всех удивляет. Через наушники Сун Жун Го сообщает ей, что Ван и Фроги объединили свои силы, чтобы захватить алтарь. Несколькими минутами ранее Джинджер и Го вступили в ожесточенную схватку. Гуль использовал свою способность ротовая пушка, чтобы выплевывать слитки и посылать мощные очереди слов в своего противника, но он не мог повторять их слишком часто. Вскоре у него закончились слова, что на мгновение сделало его беззащитным. Джинджер насмехалась над ним, а потом оскорбила Вана и ударила его ногой. В этот момент на сцену вышел Фроги, чтобы поглотить духовную энергию, которая должна была высвободиться во время драки. Однако, увидев Вана, он быстро спрятался. Ку внезапно пришла в голову идея, но он знал, что это произойдет за счет его дружбы с Ваном. Он заранее извинился перед Ваном и тут же выпустил на него дис-трек, в котором содержались сильные слова в адрес Рыжего. Услышав, как Бэу плохо отзывается о нем, Ван впервые за долгое время испытал сильные эмоции. Его амулет подавлял не только его духовную силу, но и эмоции, делая его от природы холодным и бесчувственным. Теперь, когда амулет был на грани разрушения, он изо всех сил старался подавить свои эмоции, чтобы не задействовать свои силы. Из-за своих сильных эмоций Ван начал высвобождать огромное количество негативной энергии. Увидев это, лягушонок прыгнул в него, чтобы поглотить негативную энергию и спасти мир. Ван внезапно придумал
стратегию. Он решил использовать лягушонка, чтобы поглотить избыток негативной энергии, чтобы он мог использовать свою духовную энергию. Ван слился с лягушонком, создав нечестивую смесь человека и зверя. Го был поражен этим и спросил его, не трюк ли это. Но Рыжий просто высмеял Вана и сказал, что даже после всего этого он по-прежнему остается просто мусором, который невозможно переработать. Ничуть не смутившись, Ван подошел к нему и небрежно коснулся его меча, чего было достаточно, чтобы разбить его вдребезги. Затем Ван без особых усилий толкнул Рыжего парня в бок, отчего тот взмыл в воздух, как ракета команды. Именно так он захватил деревянный алтарь и отключил повышение скорости фракции 59. Услышав объявление, Тан начинает паниковать и спрашивает Ишу, как это возможно. Она говорит ему, что Ван объединил свою духовную силу с Фроги, и теперь его невозможно остановить. Вскоре после этого Ван вместе с Го получили контроль над огненным алтарем, что привело Тана в ярость. Он приказывает Бунгу направиться к земному алтарю и рассказать другим членам фракции 59 об их новой стратегии избегать сражений с Ваном, меняя позиции, чтобы большинство алтарей было под их контролем. Контроль. Затем Ван отправляется к металлическому алтарю и будет Чена. Проснувшись, Чен удивляется появлению Вана и немедленно отправляется на поиски Иши, утверждая, что она обманула его. Затем Ван захватывает алтарь металла, одерживая верх над фракцией 59. Видя, что Чен взволнован этой победой, Ван улыбается, оставляя своих друзей удивленными, так как он не ожидал этого. Раньше я не видел, чтобы он проявлял какие-либо эмоции. Однако Тан переигрывает их и захватывает остальные алтари, в результате чего счет 1-4 и фракция 59 снова лидирует. Ван понимает стратегию Тана, и хотя он очень силен, он не может захватить алтари в одиночку один за другим. Поэтому он пытается увеличить свою скорость, но Фраби предупреждает его, что он достигает своего предела и просит Вана остановиться, иначе мир будет обречен. К счастью, его прерывает Сунронг, которая связывается со всеми, сообщая им, что она с Го, и они собираются взять огненный алтарь. Она упоминает, что у них есть одно отличительное преимущество, которым является Ван Лин, и это заставляет его покраснеть. Сунь Жун просит его захватить земной алтарь, который охраняется сильнейшим членом фракции 59. Бифанг и Чин должны охранять металлический алтарь, который они уже захватили. Ван понимает, что Чин сейчас является самым важным человеком в их стратегии, и их победа зависит от него. Тем временем она и Го идут к огненному алтарю, используя воду, чтобы скрыть свои действия от Иши. Добравшись до алтаря, Го начинает дразнить Джинджера II из фракции 59, отвлекая его, в то время как Сун Жун пробирается внутрь, чтобы захватить алтарь. Тан разгадывает ее план и немедленно приказывает Джинджеру II вернуться к алтарю и мешает Сун Ронгу захватить его. Он спешит к алтарю, чтобы остановить Сунронга, поэтому Го использует свой запас слов, чтобы напасть на него. Однако Джинджер дважды споткнулась о камень и упала, и атака случайно попала в Санронг, оттолкнув ее от алтаря и дав Тангу достаточно времени, чтобы подойти туда. Санронг помнит соперничество между их семьями и то, как они с Тангом воевали с самого детства, чтобы защитить свою семью. Честь семьи. Танг кричит Джинджеру II, чтобы тот поторопился и забрал меч, в то время как Гу извиняется за то, что промахнулся в первый раз и снова целится в него. Ему удалось попасть в него, но удар был недостаточно сильным, чтобы остановить его. Сун Жун бросает один из своих мечей на алтарь и начинает сражаться с Джинджер II другими мечами. Однако обратный отсчет не начинается, так как для этого требуется, чтобы участник сам вставил меч в ножны. Осознав это, Сун Жун направляется к алтарю, чтобы самой вставить меч обратно, но внезапно вмешивается дух меча Тан и ломает ее меч. Затем Тан насмехается над ней за то, что она упустила возможность претендовать на алтарь, и говорит ей, что хотя он планировал победить с подавляющим перевесом 5-1, он все равно проигрывает. Все еще рад, что выиграл со счетом 4-1. Он насмехается над ними по поводу ужасной ситуации, в которой оказалась фракция 60, и его стратегия становится ясна Санрону, который понимает, что они должны захватить огненный алтарь, иначе они проиграют. Она знает, что Тан следит только за Веном, и он послал Ишу за ним, чтобы захватить его алтарь на случай, если он уйдет, чтобы захватить другой. Итак, Сун Жун говорит Гу, что они должны сделать все возможное, чтобы помешать им завладеть этим алтарем. И Чень должен сделать то же самое, чтобы помешать Бифангу захватить металлический алтарь. Тем временем Бифанг прибывает к металлическому алтарю и начинает сражаться с Чоном. Чин жаждет их матча-реванша, но он вспоминает слова Сун Роума и уклоняется от атак Бума вместо того, чтобы дать отпор. Поскольку все, что ему нужно сделать, это не дать врагу вонзить свой меч в алтарь. Он довольно хорошо справляется с тем, чтобы избегать нападений, и понимая это, Лу Ян, который притворяется Буонгом, насмехается над ним, называя его трусом. Услышав ее насмешливые слова, Чень вспоминает свое горькое детство и то, как его отец назвал бы его трусом и избил, если бы он не соответствовал своим стандартам. Несмотря на прилив эмоций, Чень контролирует свои чувства и продолжает уклоняться от атак Бэуфэна, приводя его в бешенство. Именно в этот момент с дерева над алтарем падает острый лист,
и Би Фэн понимает, почему его называют металлическим алтарем. Поэтому он собирает все падающие металлические листья, используя свою духовную энергию, и бросает их в Ченя, сильно ранив его. Но несмотря на это, он пытается остановить Бефунга, что приводит его в еще большую ярость, и в результате его негативная энергия уничтожает его руки. Тем временем у огненного алтаря Сунь Жун понимает, что Чень в опасности, и просит Го уйти и помочь ему. Го колеблется и говорит, что не может в одиночку противостоять Тану и другому парню, но она настаивает на том, чтобы он ушел. Го уходит от них и прячется, тайно заряжая свой меч, в то время как Сунь Жун сражается с духом меча Тана в одиночку. Внезапно из меча Го появляется Феникс, который является духом его меча. Он чрезвычайно силен, но требует жертвоприношений других духов меча. Так что Сунь Жун и Го заранее спланировали это. Она пожертвовала духом своего меча, что помогло проявить дух Феникса Го, и вместе они выпустили огромный огненный заряд в Тана и Джинджер 2, победив их. Вернувшись к металлическому алтарю, Чин тяжело ранен, но продолжает пытаться остановить Бифунга, который несколько раз пинает его, прежде чем уйти к алтарю, чтобы вонзить свой меч. Чин пытается встать, но не может и начинает плакать, думая, что такими темпами он подведет своих друзей. Однако, как только Бэ Фенг вонзает свой меч в алтарь, тайная способность Чена, которая проявляется только тогда, когда он хочет защитить что-то ценное, внезапно проявляется. Он просыпается с золотыми, наполненными духовной энергией руками и уничтожает жука, останавливая обратный отсчет. Затем Чин восстанавливает металлический алтарь, выбрасывая меч Бифена и вставляя свой собственный. Это приводит к тому, что у фракции 60 преимущество составляет 3-1, а затем Ван захватывает деревянный алтарь, увеличивая их преимущество до 4-1. Однако Луинг надоело притворяться вонючим и раздражительным подростком, и она срывает свою маскировку и раскрывает свою истинную сущность, чтобы уничтожить всех. Ранее во время стратегической сессии Сунь Жун предположила, что даже если она и Гуль заберут огненный алтарь, а Чэнь Чао сохранит металл-алтарь, они все равно не смогут догнать прогресс фракции 59-ок. Поэтому, чтобы одержать победу, они должны использовать свое секретное оружие Ван Лин. Используя хаотичные сражения на алтаре огня и металла, они планируют отвлечь Ишу. В этот момент Фроги и Ван разорвали свою духовную связь, что позволило Вану добраться до алтаря земли, не предупредив Ишу из-за его низкой силы. Все идет по плану Сунь Жуна, и Иша потрясен тем, что они проигрывают соревнования. Ее интересовал не только тот факт, что Тан потерпел поражение, но и то, кто мог добраться до деревянного алтаря, поскольку Ван все еще находится у водного алтаря. Внезапно лягушонок решает раскрыть свою личность, что пугает Ишу. Она пытается контролировать лягушонка с помощью своей паутины, но на нем это не срабатывает, потому что действует только на людей, а не на духовных зверей. Кроме того, паутина выдала местонахождение Иши лягушонку, который прыгает на нее и запугивает своим ужасным видом. Тем временем Гэу говорит Сенронгу пойти проверить Вана у земного алтаря, а сам идет к металлическому алтарю и присоединяется к Чону. Она соглашается и уходит, чтобы присоединиться к Ван Лин. Хотя в настоящее время у них больше алтарей, они все еще отстают в прогрессе от фракции 59, у которой все еще больше шансов на победу. Пока все это происходит на арене, отец Вана, который находится в комнате управления с сотрудниками фракции 59 и фракции 60, задается вопросом, как у его сына все в порядке. С самого детства Ван привык игнорировать как успехи, так и неудачи, поскольку его амулет подавлял все его эмоции. Он никогда не позволял эмоциям взять верх над собой, пока не встретил Сунронга в первый раз, и его сердце не пропустило удар. С тех пор он начал понемногу испытывать эмоции, и чем больше у него появлялось друзей, тем мягче становилось его сердце. Прямо сейчас его эмоции вот-вот вырвутся наружу, когда он отправится захватывать земной алтарь. Он дрожит от волнения, думая о том, как будут счастливы его друзья, когда они победят. Он не может спокойно держать свой меч у алтаря, и его амулет снова начинает ломаться. Чем больше он пытается сдерживать свои эмоции, тем больше они усиливаются, в результате чего из него может вырваться волна негативной энергии. Однако Санрон присоединяется к нему и держит его за руку, и ее прикосновения и добрые слова помогают Вану взять себя в руки. Вместе они захватывают алтарь земли и одерживают победу в соревновании. Сун Жун делает комплимент покрасневшему Ван Глингу и призывает его быть самим собой. Во время их флирта Лу Ян, который прибыл сюда после победы над Ченем, убивает Сун Жуна ножом. Ее душа покидает тело, и сердце Ван Лин разбито, когда она исчезает из его объятий. Он кричит от ярости, и его амулет, который он держал так долго, в конце концов ломается, и мир начинает рушиться под подавляющим давлением его духовной энергии. Лягушонок бежит к Вонгу, чтобы остановить утечку его духовной энергии и спасти мир от гибели, но он все еще в ярости и продолжает нападать на Линга. Таким образом, лягушонок замораживает течение времени, но Ван вырывается из него и продолжает атаковать Линг, заставляя ее разморозиться, когда ну что же. Видя его истинную силу, мародерство насмехается над ним, насмехаясь над тем, что он в конце концов не смог защитить Сун неправильно. Она нападает на него, но это всего лишь причудливый акробатический трюк, и он отправляет ее в полет всего одним ударом. Его ярость сейчас неконтролируема, и он усиливает свою атаку, чтобы нокаутировать ее. Ванг на этом не останавливается и использует свою духовную силу, чтобы посылать в нее гигантские камни, которые затем вызывают огромный взрыв вокруг Лунина. Он
Он собирается нанести последний удар, но внезапно останавливается, чтобы не убить ее. Несмотря на то, что Лу Ин умоляет его прикончить ее, он решает пощадить ее, вспоминая свои воспоминания с Санронг. Он подходит к телу Санронг и укачивает ее. Он пытается использовать свое последнее восстанавливающее заклинание, чтобы восстановить ее, но это не работает. Лягушонок говорит ему, что Лу Инг ударила ее с такой ненавистью, что дух Сунь Жун был разорван на части, и даже Ван не смог спасти ее. Несмотря на это, он заметил, что она все еще теплая и дышит. Лягушонок объясняет, что Санронг все еще жива, потому что он остановил течение времени, но если время снова начнет двигаться, она исчезнет навсегда. Вин беспомощно плачет и говорит лягушонку, что должен быть другой способ спасти ее. Он понимает, насколько одинокой будет его жизнь без нее, и заявляет, что приложит всю свою духовную энергию, чтобы спасти ее. Лягушонок предупреждает, что это разрушит мир, но Ван настаивает, что он восстановит его заново. Ван Лейн уже использовал решение всех технических проблем и 4 раза выключал и включал Землю, и каждый раз он надеялся, что все вернется в исходное состояние, включая то, что Санронг жив. Однако, независимо от того, сколько раз он перестраивает мир, Санронг остается мертвым. Дженг присоединяется к нему и говорит, что дух Санронга разбит на куски, и никто не может спасти жизнь, которая уже ушла. Несмотря на это, Ван продолжает восстанавливать мир заново, но Фроби говорит ему, что результат будет тем же, независимо от того, сколько раз он попытается. Ван плачет от отчаяния и сожалеет, что не закончил игру раньше, так как тогда Санронг все еще был бы жив вместе с ним. Лягушонок объясняет, что теперь, когда он остановил течение времени, они могут не торопиться и что-нибудь придумать. У Вина появляется идея, и он спрашивает лягушонка, смогут ли они вернуться назад во времени, если будут двигаться быстрее света. Лягушонок соглашается, но предупреждает, что для этого потребуется огромное количество духовной силы. Ван говорит ему, что он может это сделать, а лягушонок предупреждает его, что это противоречит закону природы. Однако Ванг полон решимости спасти Сан, а лягушонок решает стать лучшей из женщин и рискует всем, чтобы они оба могли вернуться в прошлое. Внезапно Ванг оказывается в 1 классе старшей школы, когда старшеклассники начинают издеваться над ним. На этот раз Чен и Го защищают его от хулиганов, а не от солнца. Он даже отдал им $10, удивляясь, зачем он это сделал. Сан Винг тоже нет в классе, и Хуан не может ее вспомнить. Но каждый раз, когда Сан Винг должна была быть там, он испытывает сильные эмоции, хотя и не понимает почему. Куда бы он ни пошел, ему кажется, что кого-то не хватает, и у него возникают моменты дежавю. Новый мир кажется таким же, только без нее. Реальность такова, что когда Ванг и Фроги объединяют свои силы, пространство и время сближаются и высвобождают такое количество духовной силы, что в итоге они создают новый мир без Санрома. Этот новый мир постоянно поглощает все, что есть в старом мире, кроме нее, что в конечном итоге приведет к разрушению старого мира. По прошествии времени кажется, что никто из старого мира не может этому помешать. Однако как раз в тот момент, когда кажется, что ничто не может предотвратить разрушение, душа Сунь Жуна попадает в подземный мир. Правитель подземного мира потрясен, услышав ее имя, потому что у нее та же фамилия, что и у ее хозяина. Она проверила базу данных и обнаружила, что Сунь Жун действительно является потомком ее хозяина и бывшего правителя подземного мира. Более того, она понимает, что ее парень настолько расстроен ее смертью, что его действия угрожают уничтожить мир. Она немедленно отправляет Сунь Вона обратно в свое тело, а когда встает, то обнаруживает там дух меча Вана. Она спрашивает его, что происходит, кто он такой, и Джинг реагирует на это так, словно только что увидел Луфи на 5-й передаче. Тем временем в новом мире Ван и его класс посещают парк развлечений. У статуи предсказателя судьбы Чжоу является их гидом, и все пытаются попытать счастье, но Ван чувствует что-то неладное и решает испытать свою удачу. Ко всеобщему удивлению, статуя разбивается. Пока они продолжают участвовать в различных аттракционах и играх, Ван Лин страдает от дежавю. Чан и Го замечают, что он ведет себя странно, и Ван говорит им, что у него такое чувство, будто он уже был здесь с кем-то особенным раньше. Они напоминают ему, что они здесь для того, чтобы повеселиться, и советуют ему не волноваться слишком сильно. Они все вместе отправляются кататься на чертовом колесе, где Ван Лин в конце концов не выдерживает и понимает, что рядом нет кого-то важного. Тем временем в старом мире Санран узнает обо всем, что произошло, от духа меча Вана, и он говорит ей, что если они не разбудят Вана, этот мир рухнет. Скоро они будут уничтожены. Единственный способ сделать это для нее – забрать его меч и разрушить его новый мир. Сун Жун владеет мечом и устремляется в параллельную вселенную, где находится Вонг. Она уклоняется от механизма самозащиты Вселенной и умудряется проделать в ней разрез, через который она нападает на Вонга и разрушает границу между двумя мирами. Как только она это делает, ее воспоминания возвращаются к Вину, и его друзья говорят ему идти к себе. Мир, где его ждет девушка. Через трещину между измерениями Сунь Вэн вытаскивает Вана, и они воссоединяются. На этот раз Ван поворачивает время вспять и попадает в тот момент, когда Чэнь захватил алтарь из металла. Лу Ин раскрывает себя и пытается напасть на него, но прежде чем она успевает что-либо предпринять,
Ван сажает ее на корточки и закапывает в землю издалека. Благодаря этому Сунь Жун остается в безопасности, и они тоже выигрывают соревнования. Однако Сунь Жун не помнит ничего из того, что происходило до этого момента. Она прибежала, чтобы отпраздновать их победу вместе с Ваном, но когда репортеры окружили ее, Фраби спросила Вана, доволен ли он тем, что только что произошло. Ван вспоминает события, которые разворачивались в искаженном мире, и он понял, что его великое восстанавливающее заклинание не возымело никакого эффекта, потому что мир изменился. Было слишком сумбурно. Лягушонок сказал ему, что есть только один способ спасти мир, и для этого им придется повернуть время вспять. Однако это будет стоить Санрам потери воспоминаний о том, что Ванг сделал для нее. Сунь Жун уверяет Вана, что даже если она не помнит, как они спасали друг друга, ее чувства все равно вернут ее к нему. Благодаря этому они вернули время вспять и спасли все. Пока Ван наблюдал за тем, как его друзья празднуют победу, его отец пришел к ним с новым амулетом. Лягушонок предупреждает его, что его чувства будут подавлены, как только он наденет его, и его отношения с Санронг тоже станут холодными. Однако, увидев, что Санрам и все остальные радуются своей победе, Ван спешит надеть новый амулет, надеясь на мир во всем мире. Когда его отец надевает новый амулет ему на шею, лягушонок предупреждает Вана, чтобы он никогда в будущем не совершал ничего столь безрассудного. Из-за того, что он разрушал и восстанавливал мир снова и снова, его духовная сила значительно уменьшилась, а Ван стал меньше ростом, жалуясь, что поддержание мира во всем мире – это хлопотно. В результате того, что Ван использует слишком много духовной энергии, весь мир превратился в хаос. Все технологии, работающие на духовной энергии, страдают, и люди не понимают, что происходит. Кроме того, такие мероприятия, как национальные соревнования по фехтованию на мечах, которые без необходимости потребляют слишком много духовной энергии, были приостановлены. Школы вновь открываются после летних каникул, и все во фракции 60 счастливы и довольны тем, что их команда попала в десятку лучших. Но участники не удовлетворены, потому что у них были хорошие шансы выиграть соревнование, если бы оно продолжалось. Ванг стал странно тихим и отстраненным с тех пор, как они выиграли у фракции 59, и Санран беспокоится о нем. Вскоре мисс Пан приходит в класс и собирает у всех задания, прежде чем рассказать им об изменениях в их учебной программе, поскольку они переходят на второй курс. Затем она заявляет, что с тех пор, как их школа победила элитную фракцию 59, департамент развития начал уделять им особое внимание. Поэтому сегодня днем они собираются провести тест на продвинутую духовную силу, и все, кто не достиг базового уровня, будут исключены из элитного класса. Кроме того, те из обычного класса, кто сможет преодолеть барьер, попадут в элитный класс. Услышав это, все заднескамеечники вскрикивают, и Санронг понимает, что они еще не достигли минимального уровня, необходимого для прохождения теста. Она уверена в своих способностях, как и Чин, и хотя Гоу нервничает, он думает, что справится. Однако, когда они говорят о своей подготовке, они внезапно начинают беспокоиться о Ване, полагая, что он все лето валяется без дела. Сунь Жун спешит к нему и вызвалась передать часть своей духовной силы в его тело, чтобы помочь ему пройти испытание. Чен предполагает, что он может использовать специальный прием, который он получил от своей семьи и который может заставить любого преодолеть базовый уровень. Они начинают спорить о том, какая техника лучше подходит для Вина, и Гусь останавливает их, чтобы сказать, что Вонг уже покинул класс. Он идет в уборную, где появляется его дух меча, Джинг, и спрашивает его, что он собирается делать с тестом. Ван чувствует, что ему будет трудно скрыть свои способности, но затем Джинг прячется, когда появляется Гоу. Он рассказывает, что нашел свой секретный метод создания специальной таблетки, которая может повысить духовную энергию пользователя на 1 час, используя которую он может временно достичь базового уровня. Он предлагает Вану помочь ему создать таблетку, как в старые добрые времена, чтобы он мог пройти тест. Ванг разгадал его истинные намерения и спрашивает Го, прошел ли он уже этап создания. Гоу отвечает, что его поймали, а затем начинает плакать и умолять Вана помочь ему, потому что он все лето валяется без дела. Он утверждает, что если он не пройдет тест, его родители понизят его в должности до бездомного. Ну что же, Ванг не возражает против случайных проказ, поэтому они с Го подходят к Фроги и угрожающе смотрят на него, чтобы помочь с их планом по переработке таблеток. Тем временем Кан закончил установку испытательного оборудования в полевых условиях. Затем он объясняет процедуру тестирования, независимо от того, прошли ли они стадию закладки фундамента или нет. Кан говорит всем, что они должны будут встать в центр тестовой формации, а затем сконцентрировать свою духовную силу точно так же, как он. Формация измерит их духовную силу и создаст над ними грозовое облако соответствующей мощности. Облако выпускает мощную молнию, которая попадает в Кана, вызывая взрыв и выпуская черный дым. Затем он говорит ученикам, что им придется пройти через тот же процесс, и чтобы пройти тест, они должны выдержать удар молнии. Ученики впадают в панику, увидев тестовое построение, и боятся, что потеряют свои жизни, если их организм окажется недостаточно сильным. Кан говорит им, чтобы они были спокойны, потому что современное культивирование безопасно, и они не умрут от удара молнии. На случай, если кто-то серьезно пострадает, у них наготове машина скорой помощи. Это не слишком большая гарантия для студентов, и первый человек, который сдаст тест, будет немедленно сожжен. Сунь Жун и Чень тоже наблюдают за тестом, и Сунь Жун задается вопросом, где же Ван. Чень говорит ей, что он с Го, и им не нужно беспокоиться о них, так как их класс будет сдавать тест последним. Похоже, мисс Пан заметила пропажу 2 мальчиков, и она идет в лабораторию, где Ван и Го закончили
закончили подготовительную работу. И теперь они только ждут, когда приготовление будет завершено. Они внезапно услышали шаги, и Го запаниковал, опасаясь, что госпожа Пань найдет их. У Уайта появилась идея, и он облил себя водой, а Пань застал их в лаборатории без рубашек. Она решила оставить их наедине, но затем врывается в комнату и говорит: никаких гомиков. Она спрашивает их, какого черта они здесь делают, и Го отвечает, что они упали в бассейн и пришли сюда, чтобы обсохнуть. Затем Пан спрашивает его о печи, а Вин приказывает лягушонку отвлечь ее. Лягушонок набрасывается на нее, и, воспользовавшись этим шансом, Гоу быстро достает таблетки из печи. Пока Пен втолковывает собаке какие-то манеры, она подходит к печи, открывает ее, но обнаруживает внутри несколько вонючих носков. Она в ярости и кричит на двух мальчиков, прежде чем покинуть лабораторию. Ван испытывает облегчение от того, что их не поймали, и спрашивает Гуля, где он спрятал таблетки. Он с сожалением говорит ему, что спрятал их у себя в желудке за несколько мгновений до того, как стал суперсаяном. Энергия от таблеток начинает перегружать его организм, и он начинает раздуваться до огромных размеров. Ван бьет его и выпускает из него весь воздух, в результате чего он теряет сознание. Го просыпается как раз в тот момент, когда наступает его очередь участвовать в тестировании. Он все еще обдумывает произошедшее, когда слышит, как Кан называет его по имени и заявляет, что если он не пройдет тест, то по умолчанию провалит его. Го бежит к строю, думая, что с ним все будет в порядке, потому что он принял несколько таблеток, но когда он смотрит на свое умывание, то обнаруживает, что их действие давно истекло. Он паникует и думает, что это его последний день в элитном классе. Однако, когда он собирает свою духовную силу и выживает после удара молнии, он понимает, что каким-то образом ему это удалось. На самом деле, именно удар Вана помог Го преодолеть узкое место и пробиться к промежуточной фазе основания. Следующая очередь за Вангом, и Го беспокоится о нем, потому что он не съел свою таблетку. Кан дарит ему защитный шлем, потому что его духовная сила слишком низка, и его друзья тоже беспокоятся о нем. Ван встает в середине строя и начинает сосредотачиваться на своей духовной силе. Появляется Джинг и говорит ему, что у этого строя есть фатальный недостаток, потому что он был разработан с учетом интересов только обычных людей. Облака, которые собираются над Вонгом, накрывают весь город и постоянно посылают в него мощные молнии. В то время как грозовые тучи имеют верхний предел напряжения, ограничения по времени нет, и Джингс говорит Вану, что молнии будут продолжаться до тех пор, пока вся духовная энергия вокруг них не будет поглощена формацией. Ванг не считает нужным беспокоиться, но Сан Рон в ужасе от того, что может не пережить освещение. Она бросается к строю и с помощью Кана начинает затыкать его, а другие его друзья присоединяются к ним. Однако они не могут вытащить гигантскую пробку из задницы, и духовная энергия вокруг них начинает быстро исчезать. Ван понимает, что им нужно как можно скорее прекратить это, и он бросает свой меч Санронгу. Как только она берет его в руки, она оказывается в искаженном мире, где они с Ваном спасают друг друга. Он говорит ей использовать меч, чтобы безопасно перерезать проволоку, поскольку дерево является изолятором, и она соглашается. Одним быстрым ударом Сунь Жун перерубает не только проволоку, но и землю, море и облака. Все это произошло благодаря силе Джинкса, и Ван выходит из строя и вручает Кану свой спасательный круг, спрашивая его, прошел ли он испытание. Канг теряет дар речи, потому что Ван совершенно невредим после удара такой мощной молнии. В то время как все заняты тем, что гадают, почему устройство только что вышло из строя, никто, кажется, не понимает, что Джинг использовал слишком много энергии в последнем эпизоде и случайно открыл трещину в пространстве. Через трещину духовная энергия Земли проникает в царство демонов, и император демонов, который правит этим местом, похоже, тоже заметил это. Он вызывает своего советника и спрашивает его о причине аномалии, которую он чувствует в своем измерении. Советник говорит ему, что в пространстве открылась трещина, соединяющая его с Землей. Разговоры о Земле напоминают императору демонов о том, что несколько лет назад он послал демоническую лягушку покорить ее. Его советник говорит, что они действительно послали свирепую демоническую лягушку, которая была на уровне короля демонов, покорить Землю, но больше о ней ничего не слышали. Император демонов в ярости из-за того, что лягушка задерживается слишком долго, не подозревая, что она стала школьным питомцем. Он также чувствует, что духовная энергия его измерения направляется к Земле через трещину, и советник не может в это поверить. Он утверждает, что средняя духовная энергия Земли была выше, чем у них в прошлом, и если она поглощает их энергию сейчас, это означает, что значение изменилось. Отклонено. Видя, что император в ярости, советник уверяет его, что он лично отправится на Землю и обязательно завоюет ее. Он посылает сообщение Фроги о своем визите, который впадает в панику, увидев, что его хозяин прибывает на Землю. Фроги мчится в дом Вана и застает его за просмотром новостей о том, как снижение духовной энергии Земли приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. Фроги сидит между Вангом и его отцом, и в это же время советник прибывает на Землю через портал. Вдохнув свежего воздуха, наполненного бодрящей духовной энергией, он достает свой Искал-15 и звонит Фроги, который вздрагивает, получив уведомление. Он игнорирует звонки и сообщения, и Джинки бросает взгляд на его телефон, прежде чем спросить его, кто этот человек, называющий себя его хозяином. Лягушонок рассказывает, что советник – воплощение всей мудрости царства демонов. Он бессмертный демон, такой же древний, как сама Вселенная, и он служит учителем начинающим
напоминающих королей демонов. Лягушонок восклицает, что он провел долгое время под его руководством, и это было худшее время в его жизни. Джинг понимает, что он так боится психолога, что пришел сюда, чтобы спрятаться. Вскоре мама Вана подает ужин, и все садятся за стол. Папа Вана работает над каким-то новым амулетом, который сделает Вана более выразительным, и он хочет, чтобы лягушонок помог ему в этом. Мама Вана жалуется, что ему лучше преуспеть, потому что в последнее время стоимость духовных ингредиентов слишком высока. Позже папа Вана заканчивает создание прототипа нового амулета и просит лягушонка надеть его на Вана, как только он снимет старый. Они работают синхронно и нажимают на несколько акупрессурных точек, чтобы успокоить энергию Вана, пока обмениваются амулетами. Это приносит успех, но затем Ван начинает говорить какую-то тарабарщину, заставляя своего отца понять, что Фроги напортачил и перевернул амулет вверх дном. Энергия Вана вот-вот взорвется из-за этого маленького несчастного случая, но прежде чем она сможет разрушить мир, Фроби начинает действовать и кусает его, поглощая всю его энергию. Избыток энергии. После этого они правильно надевают амулет, и вскоре мисс Пэм наносит визит в их дом. Действие нового амулета начинает проявляться сразу же, как только Вин сердечно приветствует ее и приглашает в свой дом. Мисс Пэм пришла пожаловаться на его плохую успеваемость и отсутствие энтузиазма в школе, но мама Вина счастлива до тех пор, пока ее сын может нормально наслаждаться школьной жизнью. Однако, благодаря новому амулету, Ван внезапно стал полон энергии, как будто выпил 100 Red Bull'ов. Он мгновенно выполняет все свои незавершенные задания и даже дарит таблетки, которые он усовершенствовал ранее. Вдобавок ко всему, он использует свою силу и оживляет некоторые карандаши и ластики, заставляя их выполнять его команды. Мисс Пан больше нечего сказать, поскольку Вайн успешно справился с тем, с чем другие ученики до сих пор боролись. Она говорит ему, что достаточно одного карандаша и ластика, чтобы доказать, что он этому научился, и одним щелчком пальцев Вайн забирает жизнь у оставшихся предметов. Пока Пан хвалит его родители обсуждают происходящее. Мама Ленга хочет знать, что было в амулете, а его отец замечает, что в результате он, возможно, стал агрессивно общительным. Он просит свою жену отвлечь учителя, пока он исправляет ошибку с амулетом. Мама Вана предлагает показать мисс Пань дом и тащит ее за собой, в то время как его папа и лягушонок снова начинают работать над заменой амулета. На этот раз отец Вана идеально приспособился к своей экспрессивной натуре, и Ван говорит, как все нормальные люди. Однако он все еще чувствует, что что-то не так, и как только он это говорит, предметы в их гостиной начинают трястись. Когда мама Вана возвращается с экскурсии по дому, она потрясена, увидев, что все предметы домашнего обихода в комнате внезапно обрели чувствительность. Она не может позволить инструктору увидеть это, поэтому она уводит ее, утверждая, что ей нужно поговорить с ней наедине. Они поднимаются наверх, где мисс Пань узнает, что оба родителя Вана слабые культиваторы, и у Вана никогда не было друзей, пока он не поступил в старшую школу. Она прикоснулась к нему, чтобы узнать его историю, в то время как он использует лягушонка в качестве духовного дробовика и бьет по чувствующим объектам, чтобы снова сделать их нормальными. После того, как он закончил приводить все в норму, лягушонок сгорел, как и амулет Вана. Его отец хочет снова починить его с помощью лягушонка, но он не может ни на чем сосредоточиться, потому что внезапно чувствует присутствие своего хозяина. До сих пор он скрывал свою духовную энергию, чтобы не быть обнаруженным им, но поскольку он использовал ее только сейчас, советник обнаружил его. Лягушонок вздрагивает, когда советник телепортируется перед домом Вана. Ему кажется, что его душа покидает тело. Тем временем отец Вана впадает в панику, потому что амулет вот-вот выйдет из строя, и чтобы предотвратить взрыв, он решает силой снять его. Как только он это делает, из тела Вана высвобождается мощный поток духовной силы. Так совпало, что консультант открыл дверь в их дом именно в этот момент, и в него попал духовный луч, который был достаточно силен, чтобы мгновенно расплавить близлежащий холм. Ван чувствует облегчение, когда вся избыточная энергия покидает его тело, и к тому времени, когда его мама и мисс Пан спускаются вниз, он становится совершенно нормальным. Пан прощается со всеми, отмечая, что она поняла, что хорошие оценки – это еще не все в жизни, и говорит Хуану, что он должен стараться изо всех сил, не перенапрягаясь. С этими словами она уходит, и вскоре после этого Фроги приходит в себя. Когда он думает, что теперь все в порядке, он находит корону своего хозяина у себя под ногами и понимает, что его постигла печальная участь из-за огромной силы Вана. Несколько дней спустя Ху показывает своим друзьям фотографию лучшего в мире убийцы, который внезапно пропал без вести 10 лет назад. Он утверждает, что за этим стоит интересная история, и убийца по прозвищу Бездельник летел со своей девушкой, когда внезапно их самолет Меч потерпел крушение. Попал в сильную турбулентность и взорвался. Его выбросило из самолета, он бесследно исчез в тот день, и с тех пор его никто не видел. Чен спрашивает, умер ли он, но Гоу в это не верит. Он утверждает, что оба выжили в катастрофе, и с тех пор он живет в уединении. Кроме того, до него дошли слухи в интернете о том, что его девушку Ю, которая считалась погибшей, видели возле их школы.
Как раз в этот момент в класс заходит мисс Пан и говорит всем вернуться на свои места. Затем она представляет новое пополнение в элитном классе, которое действительно хорошо справилось с последним тестом по измерению духовной силы. Когда в класс входит девочка-ботаник в очках с толстыми стеклами, Ван внезапно узнает в ней девушку, которую он видел в параллельном мире без Санронга. И даже Джинг, кажется, узнает ее. Он продолжает пялиться на кажущуюся застенчивой девушку, и Санронг ошибочно принимает это за то, что он смотрит на нее. После этого новая девушка представляется как Лин Сиою, и Пан говорит всем, чтобы они хорошо ладили с ней, потому что она происходит из действительно бедной семьи. Позже в тот же день Ван и его друзья продолжают обсуждать историю об убийцах в туалете. Кто утверждает, что нынешний лидер теневой группировки Ли Ин содержится под стражей в их школе, Чейн замечает, что кому-то вроде нее не составит труда сбежать, но Го говорит, что если им удастся заманить демоническую лягушку в ловушку под своей школой на 10 лет, то они смогут удержать ее там. Ли Ин тоже некоторое время был там. Именно в этот момент они видят девушку короля убийц, Юи, идущую впереди них, и Чин немедленно бросается в погоню, а его друзья следуют за ним. Они следуют за девушкой в кладовую и обнаруживают, что в данный момент она кажется пустой, но там определенно кто-то живет. Они некоторое время бродят вокруг в поисках каких-либо улик, как вдруг слышат, что кто-то входит, и прячут его за столом. Того, кто входит в комнату, зовут Лин Сиою. Когда она начала раздеваться, Гоу и Чин испугались и вылезли из-под стола. На них навесили ярлык крутых извращенцев, и Лин вступила с ними в конфронтацию. Чин объясняет, что они просто искали тебя, но Лин ему не верит и швыряет в него метлой. Она попадает в статую позади них и активирует скрытый переключатель в ее голове, который открывает люк под ними. Все трое падают вниз, а Вино спокойно следует за ними. Тем временем Юй добрался до тюрьмы, где содержится Луи и ее младшая сестра. Она рада видеть свою старшую сестру и просит ее освободить ее, чтобы они могли возродить теневую фракцию. Она испытывает сильнейший шок в своей жизни, когда ты направляешь на нее свой лук духа. Она говорит лживо, что она неудачница, потому что не смогла выполнить миссию по неправильному убийству Солнца. И делает предупредительный выстрел, который задевает ее щеку, прежде чем упасть на пол позади нее. Прежде чем ты успеешь сделать что-нибудь еще, Гоу и другие с криками как сумасшедшие падают с крыши. Ван тоже стоит за ними, и он извиняется перед убийцей за то, что помешал воссоединению ее семьи. Затем он находит безопасное место для приземления и создает портал, который приводит туда всех его друзей. Они приземляются в темной комнате, и когда Ван включает свет, он обнаруживает, что это секретная база бездельника. Все начинают оглядываться по сторонам и, наконец, находят стену улик, в которой величайший убийца, похоже, расследует несчастный случай, который разлучил его со своей девушкой. Вернувшись в тюрьму, Ю рассказывает, что причиной несчастного случая был портал в мир демонов, и ее засосало в это дело. Она прожила в мире демонов 10 лет, переводя документы с человеческого на демонические языки. Однажды она обнаружила заказ на ее убийство, и тот, кто его получил, был никто иной, как ее младшая сестра. С другой стороны, Ван и его друзья тоже довольно скоро узнают правду. Гоу наносит на карту то, что им известно, и говорит, что 10 лет назад в один и тот же день произошли 3 очень важных события. 1 числа взорвался дирижабль, на борту которого находились Юи Айдлер, и ее высосало из него. 2 числа лягушка-демон появилась на Земле из гигантского портала, и 3 числа Чжу победил ее. Внезапно все начинает обретать смысл для Вана, когда он вспоминает события того дня. После того, как он пнул демоническую лягушку, духовная пушка, которую она заряжала, внезапно выстрелила и вызвала большие разрушения, которые попали в самолет, перевозивший Айдлера и Ю. Он видел, как самолет неконтролируемо падал, и попытался уравновесить его своей духовной силой, но при этом Ю был высосан из в самолете, потому что она не была пристегнута ремнем безопасности. Самолет был доставлен в безопасное место, но бездельник мог только оплакивать свою девушку. После этого ты отключился от сети и задержался под 60-й школой фракции, чтобы найти ее. Все начинают плакать, думая об эпическом романе между двумя ассасинами, но Ван только закрывает лицо ладонями от всей этой ситуации. Прямо сейчас Ю сталкивается лицом к лицу с Луинг, обвиняя ее в том, что она устроила обычный взрыв, чтобы избавиться от нее и захватить власть над теневой фракцией. Луинг отвечает, что она не имела никакого отношения к взрыву, хотя и следила за своим положением. Юй не доверяет ей и пускает стрелу, целясь ей в голову, но Кан появляется из ниоткуда и останавливает ее. Он говорит тебе, что она ошибается насчет несчастного случая, и говорит, что он ее парень-бездельник. Ты начинаешь улыбаться сквозь слезы, когда она замечает, что он немного прибавил в весе, а Кан говорит ей, что решил остаться в школе, чтобы найти ее. Всякий раз, когда он чувствовал себя подавленным из-за того, что потерял ее, он ел всякую вредную пищу, чтобы почувствовать себя лучше. И вот теперь он стал таким. Они счастливы воссоединиться и обмениваются романтическим поцелуем, а Люин кричит, что скорее умрет, чем увидит такое зрелище. Она кричит своим сестрам, чтобы они перестали ее ревновать, но Ю и Кан не слышат ее и уезжают в свой отложенный медовый месяц. Позже, когда Ван и его друзья поднимаются на лифте, чтобы вернуться на поверхность, они натыкаются на Ю и Кана, у которых по всему телу следы от поцелуев. Лица. Ван бросает один взгляд на них, затем на них самих и, наконец, все понимает. В
Вскоре после этого Кан посещает занятия по правильному уходу за своими духовными мечами. Он утверждает, что из-за неправильного использования духовные мечи могут затупиться и замедлить движение. Именно поэтому они скоро проведут ежегодный семинар по уходу за мечами. Дженг говорит Вану, что за ним никто не ухаживал с тех пор, как он был создан, так что он с нетерпением ждет этого, но Ван все еще не может выбросить Лин из головы. Позже, когда он едет на поезде домой со своими друзьями, Сун Ронг рассказывает, что ее меч Океан был уничтожен. Перекована, но ее дух меча еще не возродился после того, как она была принесена в жертву, чтобы вызвать Феникса Бу. Чин говорит, что он регулярно обслуживает свой меч, используя онлайн-инструментарий Квад, и Сан Ронг предупреждает его, что большие мечи нужно сдавать в ремонтные мастерские для надлежащего обслуживания. Го говорит, что у него есть купон на 20% скидку в ремонтной мастерской рядом с его домом, и Сун Жун демонстрирует свое богатство, показывая VIP-пропуска во все ремонтные мастерские в этом районе. Она поворачивается к Вонгу и спрашивает его, не хотел бы он присоединиться к ним в эти выходные, чтобы починить свой меч, не подозревая о том, что Джинкс уже занимается ремонтом в компании нескольких мамочек-шуберов. На следующих выходных Сан Ронг поведет своих друзей в первоклассную мастерскую по ремонту мечей. Гэу и Чан не могут оторвать глаз от различных легендарных мечей в магазине, как это сделал бы любой настоящий мужчина, когда внезапно к ним подходит Лин. Она работает в магазине неполный рабочий день и занимается ремонтом мечей духа. Лин рассказывает всем, что она выросла в окружении мечей, а ее опекуном был сам дух ее меча, который был ей как старшая сестра. К тому времени ее родители уже ушли за молоком, и однажды дух меча тоже ушел, чтобы починить себя, и больше никогда не вернулся. С тех пор Лин работала в разных ремонтных мастерских, надеясь когда-нибудь увидеть свою сестру духа. Чен был тронут тем, что Лин так и не получила другого меча, потому что слишком сильно любила свой предыдущий. Но это просто клоунский момент, потому что она просто слишком разорена, чтобы купить другой. Затем Вин спрашивает ее, что она планирует делать на ежегодном семинаре по фехтованию на мечах на следующей неделе, и Лин не может ответить. Внезапно появляется Тан и начинает издеваться над 60 учениками фракции за то, что они настолько бедны, что даже не могут позволить себе купить меч. Он говорит, что поможет ей заработать немного денег и хороший бонус в придачу, и бросает в нее связку мечей. Спрашивая, она должна полностью отремонтировать и отполировать их к завтрашнему дню. Лин говорит, что это займет по меньшей мере 3 дня, но Тан не готов ее выслушать. Сан Ронг использует свой VIP-пропуск, чтобы забронировать номер Лин на 1 день, чтобы она не подвергалась преследованиям. Но она останавливает ее, говоря, что сможет завершить работу, если будет работать в течение долгого времени. Лин говорит, что ей платят за каждый меч, который она чинит. Она отчаянно нуждается в деньгах, к тому же ее тело недостаточно хорошо для того, чтобы им могли пользоваться только фанаты. Когда Вэй и его друзья покидают ее, они жалуются, что это было прямое издевательство. Сун Жун предлагает купить меч для Лин, чтобы ей не приходилось так много работать, но Чень считает, что это плохо скажется на ее самооценке. Пока они обсуждают свои варианты, Ван останавливается перед зоной самопомощи, где любой желающий может выковать меч и оставить его себе. Он планирует выковать меч для Линя здесь, и все называют его гением. Лин выходит из магазина поздно ночью и запирает его, не подозревая о том, что ее друзья пробрались внутрь. Сунь Жун получила разрешение от владельца, в то время как Ван подготовил дизайн меча, и все решили пожертвовать сырьем. Сунь Жун читает инструкцию и предлагает, чтобы они оценили сырье на первое место. Гэу прикладывает клык зверя, который он купил онлайн, к сканеру и узнает, что он не имеет никакого значения. Он гордится этим, но Чин говорит ему отойти в сторону, когда он кладет фигурку, сделанную из метеорита, на сканер, который оказывается материальным уровнем. Он был шокирован и спросил, откуда у него это, а Чин ответил, что он украл это у своего отца. Следующая на очереди Сун, и она принесла зелье уровня АС+. Мальчики были поражены, увидев это, но она отказалась рассказать им, откуда оно у нее. Наконец, Вино достает корону и советника демона, которых он нашел лежащими перед своим домом. Он даже не знает о их ценности или происхождении, и когда он прикладывает их к сканеру, устройство достигает уровня Си, а затем ломается. Потому что корона — это далеко за пределами его возможностей для измерения. После этого они приступают к ковке меча и бросают все сырье в печь. На следующее утро, когда Лин возвращается в магазин и приступает к своей обычной работе, она обнаруживает, что ее ждут друзья. Они дарят ей волнистый меч, который выковали специально для нее, и Лин растрогана до слез. Все думают, что она плачет из-за того, что меч плохо сделан, и они извиняются, что не смогли сделать лучше. Лин говорит им, что это не так, и она вкладывает новый меч в ножны своего старого, и они идеально подходят друг другу. Сунь Жун понимает, что Вонг знал об этом, и именно поэтому он намеренно спроектировал меч таким образом. Лин действительно счастлива получить его и восклицает, что это лучший подарок в ее жизни. Как раз в этот момент туда приходит Тан вместе с менеджером магазина, который ходит за ним повсюду, как его любимая собачка. Он издевается над уродливым мечом, который они сделали для Лин, прежде чем воспользоваться своим VIP-пропуском и пригласить ее на дуэль, чтобы оценить его способности. Санрам тоже забирает свой VIP-пропуск, но менеджер решает в пользу Тана, потому что магазин принадлежит его компании. Чин говорит Лин, что ей не нужно рисковать и идти против этого засранца, но ей очень нужна эта работа, и она принимает вызов на дуэль с ним. Они выходят на арену, и Лин надевает бронежилет. Тан вызывает
вызывает дух своего меча, что немедленно прекращает воздействие глобального потепления на магазин. Он без особых усилий разрубает металлический блок, чтобы продемонстрировать свою силу, и Лин приходит в ужас. Тан направляет на нее свой меч, создавая снежную бурю, прежде чем броситься к ней. Она в ужасе и инстинктивно блокирует его атаку своим мечом, а затем внезапно сотни демонических глаз начинают смотреть на Тана. Он оказывается один в огромной вселенной, прежде чем меч Лин покажет свои истинные демонические способности. Он посылает в меч Тана проклятие, которое распространяется по всему его телу и начинает высасывать духовную силу как из него самого, так и из его меча. Он начинает съеживаться, когда его энергия покидает его тело, но затем дверь открывается, и что-то со свистом проносится мимо них, ломая его меч и освобождая Тана от проклинаю в последний момент. Сунь Жун и другие выскакивают на арену, чтобы отпраздновать победу своего друга, и Ван вызывает к себе Джинка, который только что спас Тана. Позже той же ночью в школе происходит нечто странное. Черная липкая жидкость начинает собираться и принимать форму, пока не превращается в вожатого, который в конце концов приходит в себя. Он впадает в панику, обнаружив, что его корона пропала, но потом никто не замечает, что она свисает с рукояти меча Лин. Чтобы вернуть ее обратно, советник нападает на Лин и овладевает ее телом. Он сходит с ума от ярости, требуя рассказать, кто был тот человек, который забрал его корону Хаоса и превратил ее в вульгарный меч. Он использует специальный прием под названием «Поиск души» и видит коллекцию воспоминаний Лин, в которых именно Санронг подарил ей меч. Советник в теле Лин угрожающе смеется и окутывает ее новое тело демонической аурой. Судя по всему, предок Санронг проделал ряд трюков с советником, а также с царством демонов. И теперь он планирует осуществить свою месть. На следующий день отмечается праздник под названием День осеннего воссоединения, который по сути является Днем Святого Валентина для культиваторов. Люди изготавливают талисманы, чтобы дарить их своим близким, желая им хорошего самочувствия. Ван Го и Чан шпионят за парой, когда Кан приезжает туда и конфискует талисман, который девушка дарила своему парню. Увидев эту сцену, Сун Вонг начинает задаваться вопросом, как она может отдать свой талисман Вану, как вдруг позади нее появляется Лин. Она предлагает ей нарушить правила и остаться в школе на ночь вместе с Ваном, а затем вручить ему подарок. Тем временем Гоу рассказывает своим друзьям о зеркале в школьном подвале, которое каждый год в эту ночь показывает будущее. Чону не терпится проверить это, но когда он узнает о сверхъестественных историях, связанных с зеркалом, например, слышит голос девочки и видит, как она приходит, выйдя из туалета, он быстро сдается. Ван игнорирует их ради своей хрустящей лапши, когда в класс заходит Сунь Вунг, гладит его по голове линейкой и азбукой Морзе, отказывается вдаваться в подробности и уходит. Это послужило сигналом для Вана встретиться с ней вечером у школьных ворот, и хотя он этого не понимает, его любопытные друзья догадываются об этом за него. Ночью Ван Пэй отправляется на рассвете к школьным воротам, но он не один. Пайди и Чень последуют за ним, а Санронг не в восторге от их присутствия. Они решают найти зеркало, которое показывает будущее, и Чень пугается проходящей мимо кошки. После этого он пытается сделать храброе лицо, но внезапно натыкается на Лин и обмочился в штаны. Сун Жун рассказала, что она попросила Лин быть их гидом, так как она живет в школьном кампусе, но Ван заметил, что с ней что-то не так. Внезапно земля начинает трястись, и они слышат страшный женский смех. Они недоумевают, что происходит, не подозревая о том, что все это дело рук Лю Ин. Она стала Йонду из Стражей Галактики, управляла стрелой, оставленной ее сестрой, и вырвалась на свободу из своей тюрьмы. Теперь, когда она свободна, она хочет найти путь к отступлению, и, к счастью, она видит трещину в стене, из которой вытекает вода. Это приводит ее к канализационной системе, и она взбирается по трубам примерно в то же время, когда Го и Чен справляют нужду. Они чувствуют какие-то вибрации, исходящие от унитаза, и как только Го открывает его, сильный поток воды прижимает его к стене. Сначала Чен теряет сознание от испуга, а затем Гоу следует за ним, когда видит руку, высовывающуюся из унитаза. Ван и девочки бросаются им на помощь, услышав их крик. Пока Сунь Жун будет Го, Ван замечает, что Лю Ин убегает из туалета. Поэтому он просто смывает ее как дерьмо, которым она и является, и отправляет обратно туда, откуда она пришла. Похоже, она позаимствовала чью-то сюжетную броню, потому что она приземляется на секретной базе Кана и находит лифт. Тем временем Санронг накладывает амулеты на лица своих друзей, которые находятся без сознания, гадая, что заставило их потерять сознание. Лин предлагает им продолжить свое приключение, а Санронг думает, что это ее шанс побыть наедине с Вонгом. Однако, когда он узнает, что Луинг снова убегает, он решает остановить ее первым. Он находит ее в лифте и заставляет ее провалиться сквозь пол. Сун Жун и Лин прибежали, чтобы найти только дыру, а затем Лин уходит, чтобы дать паре немного побыть наедине. Джен и Ван оба заметили, что внутри нее прячется демон, но пока не хотят, чтобы их беспокоили. Вино и сын неправильно гуляют по школе и, наконец, подходят к зеркалу, где она примерила его, прежде чем отдать ему талисман, который она сделала сама. Однако, как раз в тот момент, когда она собирается отдать его ему, появляется Лин и разбрызгивает вино по коридору. Сан Винг не понимает, что происходит, но потом она видит отражение Лин в зеркале и понимает, что на самом деле она демон. Она достает свои мечи, чтобы сразиться с ней, но советник мгновенно удерживает ее, прежде чем сказать, что зеркало на самом деле является вратами в царство демонов. Он говорит,
говорит, что этой ночью он может открыть дверь в царство демонов и забрать ее туда, чтобы отомстить. Он просовывает руку в зеркало, и луна и весь остальной мир внезапно окрашиваются в красный цвет. Проход в царство демонов открыт, и советник притягивает Санронга к себе. Однако Луин снова всплывает на поверхность и нападает на Санронга, заявляя, что никто не может отнять у нее добычу. Внезапно Ван высвобождает свою силу и мчится по коридору, спасая Санронг от беды, потому что он не хочет потерять ее снова. Атака Луин поражает Лин и изгоняет душу советника, находящуюся внутри нее. Демон отправляется в царство демонов, и зеркало разбивается вдребезги вместе с порталом. Луян проклинает Вонга, говоря, что он в очередной раз следовал ее планам, и в ответ он ударом кулака отправляет ее проломить здание насквозь. Затем он кладет Сун неправильно на землю и забирает ее талисман, улыбаясь про себя. На следующий день, когда Ван занят прослушиванием музыки, Гоу трясет его и указывает на то, что отец Ченя наказывает его у школьных ворот. Все собрались посмотреть драму, и они узнают, что духовный уровень Ченя упал, потому что он смотрит слишком много прямых трансляций на Twitch. Его отец спрашивает его о причине его падения, и он отвечает, что его любимый мастер Эгра болен, и она просит пожертвования, чтобы помочь ему выздоравливать. Поэтому он послал ей часть своей духовной энергии, чтобы ее мастер мог поправиться. Отец Кена принимает это как предполагаемую причину, потому что помогать нуждающимся – девиз их семьи. Он начинает уходить, но затем спрашивает сына, где находится их семейное сокровище лекарства. Он притворяется, что ничего не знает, но девочка с серпантином вдруг рассказывает о добром последователе, который прислал ей драгоценное лекарство. Отец Чена теряет самообладание и нападает на него, только разбивает его смартфон и говорит ему, что если он когда-нибудь найдет поддержку Хо в интернете, его исключат из семьи. Позже его друзья удивляются, как Чень мог так сильно влюбиться в кого-то, и Лин предполагает, что это может быть связано с черной магией. Она объясняет, что в прошлом демоны принимали облик красивых женщин, чтобы заманивать ничего не подозревающих людей в ловушку и медленно высасывать их духовную энергию. Она считает, что то же самое происходит с Чоном, а Го считает, что проблема решена, поскольку его телефон был уничтожен. Это всего лишь принятие желаемого за действительное, потому что Чен находится в компьютерном классе и разговаривает со своей любимой девочкой, используя школьный Wi-Fi. Все понимают, что он безнадежен, и Лин предполагает, что самый простой способ спасти Чена – это раскрыть правду об электронной девочке. Она думает, что опытный культиватор может проникнуть в систему Wi-Fi и разрушить ее заклинания, но Гоу говорит, что у него есть другой способ. Он взламывает компьютер и запускает в него своего цифрового духовного питомца вирус. Затем он помечает веб-адрес электронной девушки и отправляет вирус в ее систему. Однако у нее установлена антивирусная система, и питомец Гоу уничтожен. Затем Вану приходит в голову другая идея – использовать искусство соблазнения на Чене, чтобы спасти его. Сун Жун дает Шенни колу, и как только он ее выпивает, она использует свое заклинание соблазнения, чтобы загипнотизировать его. По ее команде он готов прервать видеозвонок и вернуться домой, но электронная девочка-лисичка не позволяет этому случиться. Она использует все свои чары и говорит, что хотела бы поговорить с Чоном подольше, и он не может сопротивляться ей даже больше, несмотря на контроль Сунронг. Ее метка на его голове разрушается, и Сунронг опустошена тем, что проиграла в соревновании по соблазнению. Девочка-лиса продолжает поглощать духовную энергию Чена, так как она действительно хочет оживить своего учителя, но он никто иной, как советник. Пока друзья Вана гадают, как им спасти Чена, к ним приходит отец Чена. Он замечает, что в юности он тоже был большим простаком, но его сын оставил его далеко позади. Он начинает плакать, но когда он слышит, что Чен все еще тратит деньги и духовную энергию на девочку-лису, он не может сдержать свой гнев и разрубает монитор пополам. Чен опустошен потерей связи и не подчиняется приказу своего отца вернуться домой. Вместо этого он использует высокоуровневую технику, чтобы проникнуть в киберпространство. Он вставляет в свое тело разъем Атми, и с яркой вспышкой его дух попадает в киберпространство. Чен выходит из-за монитора в комнате Фоксбора и начинает искать ее. Поразительно, но ее комната представляет собой темную пещеру с вырезом, напоминающим комнату. Внезапно он чувствует, что кто-то стоит у него за спиной, и, обернувшись, видит ужасного монстра. Чен отступает назад, гадая, кто же этот монстр, как вдруг он принимает облик девочки-лисы. Он понимает, что его поймал на крючок уродливый демон и пытается напасть на нее. Но это бесполезно, так как его дух не может причинить вреда физическому телу монстра. Однако демон может засосать его, используя старый добрый пылесос. Чен держится изо всех сил, когда внезапно видит на мониторе Санро. Демон говорит ему, что его друзья не смогут спасти его, но она ошибается, потому что внезапно из экрана появляется рука и отталкивает ее, прежде чем утащить душу Чена обратно. Именно Вонг сам проник в киберпространство и успешно вернул Чена в его тело. Позже тем же вечером Ван смотрит новости о том, как Чжу и его команда уничтожают базу уродливого монстра. Они вернули духовную энергию, которая была собрана у глупых простаков, но главные виновники этой аферы пропали без вести. Ванга это не волнует, но следующая новость привлекает его внимание. Компания Flower Curtain Group, принадлежащая семье Сунронга, была объявлена банкротом, и они больше не могут выплачивать свои долги. Вскоре Ван и друзья решают навестить Сунронг в ее новом доме и обнаруживают, что переехали в собственность своих предков.
это волшебная гора, полная духовной энергии. Они недоумевают, как их здесь найти, когда внезапно к ним подходит Санронг, раскачиваясь на ветках деревьев, как Тарзан. Ее семья приняла образ жизни пещерных людей после того, как заложила все, что у них было, чтобы расплатиться с долгами. Хуан спрашивает ее, как это произошло, и Санронг рассказывает ему, что их компания «Цветочный занавес» была фармацевтической компанией, специализирующейся на производстве волшебных таблеток. Из-за того, что средняя ценность духовной энергии Земли упала, урожай специальных культур для производства таблеток снизился. Таким образом, производство пострадало, и они не смогли погасить свои долги. Несмотря на все это, родители Сунь-Жуна полны оптимизма и верят, что их время придет, если они будут продолжать усердно работать. Они утверждают, что их семья разбогатела с самого начала, и если они будут продолжать усердно работать, то скоро восстановят свое положение. Ее отец желает ей светлого будущего, и все присоединяются к нему. Тем временем семья Тан празднует победу над своими извечными соперниками. Они трахаются с неким сомнительным человеком по имени Ричмонд, который был ответственен за падение семьи Сан. Именно он создал проблемы для корня цветочных занавесей, искусно манипулируя фондовым рынком. Однако Ричмонда это не устраивает, и он также хочет отобрать у них родовую гору семьи Санронг. Тан благодарит его за все, что он сделал, и спрашивает, почему он помогает им. Ричмонд отвечает, что ему просто нужно много духовной энергии, и будет лучше, если это произойдет за счет семьи Сан. Вернувшись в горы, отец Санронга рассказывает детям истории о днях своей славы, в то время как Ван и Санронг беседуют у окна. Санронг показывает ему ручей и говорит, что когда-то это был огромный водопад, который защищал пещеру. Однако Нап вот-вот вымрет, и когда это произойдет, духовная ценность горы станет нулевой. Ван говорит, что он может помочь ей, но Сунь-Жун отказывается принять его помощь из-за своей гордости. После этого они возвращаются домой, и их чуть не сбивает лихач. Они садятся в поезд, где слышат новость о том, что семья Тан собирается приобрести все активы семьи Сун, а их родители собираются пожениться. Услышав эту новость, все впадают в панику и недоумевают, как это могло произойти так внезапно, а Лин даже не может назвать Суна неправильным. Ван говорит, что лимузин, который проехал мимо них, когда они покидали гору, принадлежал семье Тана, и он решает вернуться на гору, чтобы помочь их семье. Друг. Они вооружены мечами и приближаются к горе, готовые начать войну. Лакеи Тана также находятся там, чтобы остановить их, а рыжий парень – это первая линия обороны. Он приказывает группе Вана вернуться, но Го напоминает ему, что ему сильно надрали задницу на турнире по фехтованию на мечах. Джинджер насмехается над ним, говоря, что это больше не повторится, и Чень бросается на него. Джинджер тоже приходит туда, так что Го тоже присоединяется к драке. Гоу и Чин атакуют, но не могут пошевелиться из-за духовной паутины Йиши. Однако Лин остается позади, чтобы поддержать их, и выпускает духовных бабочек, которые разрушают паутину ее контроля. Гоу и Чин могут продолжать свою борьбу, а Лин преследует Йишу. Используя их в качестве приманки, Ван бежит к горе, где собрались гости. Отец Тана заявляет, что сегодня вражде между двумя семьями наконец-то придет конец. Они купят все имущество семьи Сун, и их дети тоже поженятся, превратив две семьи в одно целое. Он призывает Сунронг и Тан подписать брачный контракт ее кровью. Тан подписывает его первый, а затем передает Сунронг, прося ее поторопиться. Как раз в тот момент, когда она собирается порезать себе большой палец, Ван берет ее за руку и убегает вместе с ней. Тан немедленно приказывает охранникам преследовать их, но Ван и Сунрон воссоединяются со своими друзьями, которые выиграли свои бои. Однако именно в этот момент отец Сунрон окликает ее, и она отпускает руку Вана, говоря ему, что выходит замуж за Тана по собственному желанию. Уилл. Она объясняет, что после того, как он вчера ушел, отец Тана пришел к ним с предложением спасти их компанию, если Сун-Жун выходит замуж за своего сына. Она наотрез отказалась выходить замуж за этого придурка, но у ее родителей были другие планы. Они заставили ее выслушать детали соглашения, утверждая, что запуск их компании был направлен на общее благо. Санронг не смогла противостоять давлению и поняла, что она должна стать парикмахером группы «Цветочный занавес» и пройти этот нелегкий путь. Теперь Сан Винг извиняется перед Вонг и другими своими друзьями, говоря, что она готова пожертвовать своей жизнью. К сожалению, их пути расходятся, и Ван не может оторвать взгляда от талисмана, который подарила ему Сунь-Жун. Они проходят через бассейн с водой у подножия горы, и Ван кое-что осознает. Он бросается в маленький бассейн и вытаскивает оттуда щупальца древнего демона-паразита. Лин знает об этом и замечает, что это звездный червь, печально известный тем, что высасывает духовную энергию из места своего обитания. Они понимают, что этот паразит ответственен за истощение духовной энергии волшебной горы, и Ван пытается вытащить его на землю. Однако они до сих пор понятия не имеют, что за всем этим стоит человек по имени Ричмонд, который на самом деле был демоном. Друзья Вана присоединяются к нему, и они наконец вытаскивают гигантского демона-паразита из земли. Ван приказывает ему вернуть всю духовную энергию, которую он украл, и демон начинает светиться, возвращая духовную силу по его приказу. Паразит взрывается, выпуская золотой столб света, который затем превращается в фонтан воды.
Сон Ронг собиралась подписать брачный контракт, когда это произошло, и она не могла поверить, что водопад с их волшебной горы течет в обратном направлении. Отец Тан пытается убедить ее, что в этом нет ничего особенного, и говорит, что им следует вернуться к церемонии. Внезапно прибежала его секретарша и сообщила ему, что стоимость акций их компании резко упала и приблизилась к нулю. Сразу после этого в комнату врывается телохранитель Санрана, чтобы сообщить всем, что стоимость их акций снова растет с огромной скоростью. Пока все недоумевают, что происходит, на место происшествия прибывает Джу со своим отрядом спецназа. Он заявляет, что они нашли доказательства того, что группа Тан сотрудничала с царством демонов, чтобы разрушить семью Сун, именно поэтому все их активы были заморожены. И они должны быть немедленно задержаны. Пол Тан и его семья в ужасе, а семья и друзья Сун Ронга в восторге. Когда слуги поздравляют ее с возрождением семьи, она замечает в окне Вана и улыбается ему. Вскоре после этого организуется национальное шоу танца мечей God Talent of Cultivators, чтобы оценить растущих культиваторов по их способности красиво и грациозно обращаться со своими духовными мечами. Судьями турнира будут Зо, инструктор Си из фракции 59 и два кумира-подростков, известные своими навыками танца на мечах. Соревнование начинается, и первый участник – никто иной, как Сун Рон. Она представляется судьям и говорит, что в прошлом году на соревнованиях по фехтованию на мечах половина ее мечей, а также дух ее меча были уничтожены. Сун Жун говорит, что она знает об этом, и именно по этой причине она здесь, чтобы улучшить свои способности в обращении с мечом под руководством опытных судей. Затем она заявляет, что продемонстрирует им особое мастерство семьи Сун, называемое танцем океана. Сун Жун владеет дюжиной мечей одновременно и грациозно танцует с ними, не подозревая о том, что демон Ричмонд скрывается под зданием и использует специальное устройство, чтобы заставить ее мечи выйти из строя. Мечи приходят в неистовство, некоторые из них нападают на Санронга, в то время как другие устремляются к морю. К счастью, Кан был в зале и спас ей жизнь благодаря своей быстрой реакции. После этого Чжу говорит Санронг, что она пыталась сделать что-то, чего еще не освоила, и все начинают насмехаться над ней. Сон Ронг печально собирает свои мечи и уходит со сцены, где ее ждут Лин Вон. Она утверждает, что бесполезна без духа своего меча, и Лин просит ее принести мечи в ее магазин, чтобы она могла откалибровать их для себя. Ван тоже накинул на нее свое пальто, сказав, что это не ее вина, и они заняли свои места. Из-за несчастного случая популярность шоу внезапно возросла, и следующими участниками стали Гоуичин, которые будут выступать как команда. Они посвящают свое выступление Сун Жун, которая в последнее время испытывает большие трудности, но это не мешает ей улыбаться. Чин заявляет, что теперь он остановит удар Го голыми руками с завязанными глазами. Они выстраиваются в боевой порядок, и как раз в тот момент, когда Го собирается нанести удар, демон из-под земли снова вмешивается и заставляет его потерять контроль над мечом. Го наносит удар Ченю быстрее, чем планировалось, ударяя его по голове и лишая духовной энергии. Го использует свое остроумие, чтобы сказать, что их истинное выступление состояло в демонстрации техники железной головы Ченя, и он извиняется перед всеми, прежде чем убежать. Подозрительно, что рейтинг программы растет еще больше, а количество зрителей продолжает увеличиваться. Следующая исполнительница Иша из фракции 59, и она использует свои кибернетические модификации, чтобы управлять сотнями мечей одновременно, гипнотизируя аудиторию. Тем временем Го и Чин занимают свои места рядом с Санронгом, и они обнаруживают, что Ван и Лин пропали. Ведущий объявляет, что их последней исполнительницей на сегодня является Лин, и она выходит в традиционном платье. Теперь, когда она сняла свои дурацкие очки, все поражены ее красотой. Лин начинает свое выступление с того, что выпускает из своего меча лепестки духовной энергии, которые заставляют расти траву, на которой она стоит. Она не останавливается на достигнутом и использует энергию своего меча, чтобы вырастить взрослое дерево за считанные секунды. Зрители начинают подбадривать ее, но затем она внезапно поджигает дерево. Ее следующий трюк заключается в том, чтобы погасить пламя взмахом меча, но этого не происходит, сколько бы она ни пыталась. Лин расстраивается, когда горящее дерево начинает падать. Сун Жун замечает, что она в опасности, и немедленно бросается ей на помощь, силой вызывая дух своего меча, который превращается в миниатюрную версию. С помощью духа меча она использует свои навыки покорения воды и быстро тушит огонь. Лин видит в этом шанс добиться еще большего успеха, и она оживляет мертвое дерево, в то время как Санронг создает фонтан в саду, завершая декорации. Зрители и судьи ошеломлены их выступлением, а количество зрителей бьет все рекорды. Пока Санронг и Лин получают похвалы, демон Ричмонд, который до этого играл с ними, внезапно выходит на сцену. Он рассказывает, что его план состоял в том, чтобы собрать достаточно духовной энергии, чтобы раскрыть свое великое мастерство, и именно поэтому он захватил шоу. Демон использует свою технику абсолютного контроля, и внезапно красная духовная энергия начинает просачиваться из-под сцены. Она захватывает аудиторию
аудиторию, а затем распространяется по киберпространству и заражает всех, кто смотрит программу на своих экранах, и даже тех, кто ее не смотрел. Каждый, кто находится под влиянием его энергии, попадает под его контроль и становится безмозглой марионеткой. Ричмонд смеется, говоря, что теперь он получил контроль над всеми людьми на Земле и является их истинным хозяином. Однако он потрясен, когда видит, что Сан-Рон и Лин не находятся под действием его чар. Он недоумевает, как такое могло случиться, и тут появляется Вино, чтобы сказать ему, что он сорвал его планы. Уай передвинул центр фигуры, которую нарисовал Ричмонд, на 2 метра, заставив ее упасть под ноги девушки, превратив их в истинных мастеров заклинания. Внезапно у всех, кто попал под действие его заклинания, появилась метка неправильного солнца на голове. Ричмонд приходит в бешенство, увидев их, и решает поступить старым добрым способом дать отпор. Внезапно ведущий шоу приходит, чтобы остановить его, и высвобождает всю свою духовную энергию, обращаясь к Сильвестру Сталлоне. Он отправляет Ричмонда в открытый космос всего одним ударом, но девочки замечают, что он не в своем уме. Внезапно зрители начинают двигаться к сцене как безмозглые зомби, и Сан-Ронг пытается снять с них контрольное заклинание, но это бесполезно. Лин говорит ей, что это непростое контрольное заклинание. С ним глубоко связана демоническая энергия, так что, возможно, будет очень трудно снять его. Сломай его. Сан-Ронг, Ванга и Лин выбегают из дома и прячутся от зомби, держа в руках любое оружие, которое смогут найти. Они верят, что их не поймают, если они не будут шуметь и уползут, но какой-то гад щелкает их фотографию и публикует ее в интернете. Зомби узнают об их местонахождении и нападают на них, но они каким-то образом ускользают от них. Цзин говорит Вану, что если он воспользуется своим великим трюком забвения, то сможет разрушить контрольное заклинание, но тот отказывается это делать. Ван рассуждает так, что широкая публика и так достаточно глупа, и их IQ упадет до отрицательного, если он воспользуется своим великим трюком забывания. Затем он садится верхом на свой меч и уносит 2 девочек на крышу здания, думая, что здесь они пока могут оставаться в безопасности. Лин говорит, что им нужно найти способ снять контрольное заклинание, но обычные методы не сработают. Внезапно сзади что-то происходит не так, и когда она сердито смотрит вниз, то обнаруживает, что зомби ползут вверх по зданию, как муравьи. У нее мурашки бегут по коже, но самый страшный шок все еще ждет ее впереди. Вино указывает на Чена, который также находится под воздействием контрольного заклинания. Он собирает свою духовную энергию и бежит со скоростью молнии, в одно мгновение перелезая через здание. Он говорит Сун Жун, что она ему нравится, а она просто говорит ему, что он ей не нравится. Услышав эти слова, Кен падает духом и хватается за сердце, когда действие контрольного заклинания прекращается. Лин считает, что это из-за того, что его ударили по голове, но когда Чен сжимает свое ноющее сердце. Сун неправильно понимает, что ей просто нужно разбить сердца людей, чтобы заставить их вернуться к нормальному состоянию. Она пробует это на толпе зомби и кричит, что ей никто из них не нравится. Действие заклинания немедленно прекращается, и они возвращаются в нормальное состояние. Теперь, когда они нашли способ снять контрольное заклинание, Лин предлагает Сан-Ронгу запустить прямую трансляцию, чтобы подключиться ко всем сразу, но сигнала нет. Внезапно они слышат чей-то смех с соседней башни и обнаруживают, что это Луи Инг, который однажды сбежал из тюрьмы опять же благодаря путанице, вызванной заклинанием абсолютного контроля. Она заявляет, что никогда не позволит Сун-Ронг разрушить контрольное заклинание, используя ее прямую трансляцию, но она находится слишком далеко, чтобы ее было хорошо слышно. И группа Вана видит только ее болтовню, как идиотку. Затем они замечают метеорит, летящий в ее сторону, и пытаются предупредить ее. Но уже слишком поздно, и она разрушается вместе с башней. Ван использует свою духовную энергию, чтобы выяснить причину внезапного падения метеорита, и обнаруживает, что именно Ричмонд целился в них. Сейчас Сун Жун в депрессии, потому что она знает, что рядом с ними на сотни миль нет ни одной башни, и один из них указывает на небо, говоря, что они там можно получить помощь с Международной космической станции. Чен говорит, что оттуда можно добраться до всего мира, но попасть туда без разрешения невозможно. Ван показывает ему 2 билета на космическую станцию, которые были наградой за победу в конкурсе танца с мечом, но он просто стащил их у ведущего. Затем он сажает своих друзей на свой деревянный меч и едет дальше, но меч не выдерживает такого веса, и они разбиваются о землю. Зомби бросаются на них, и Чин делает шаг вперед, чтобы остановить их. Лин решает присоединиться к нему, и тогда они просят Вана помочь Сун-Ронгу спасти мир любой ценой. Они начинают сражаться с зомби, в то время как Ван и Сун-Ронг садятся в поезд, который доставит их на космическую станцию. Поезд трогается, и только их купе отправляется в открытый космос, где Сан-Ронг осознает тот факт, что она была наедине с Ваном. Он говорит, что ему нужно ей кое-что сказать, и Сан-Ронг начинает думать, что он наконец-то сделает ей предложение. Однако все, что Ван хотел сказать, это то, что они сели в поезд, не проверив билеты. Сун Жун разочарован, но на это нет времени, так как поезд прибывает на Международную космическую станцию. Как только они добираются до космической станции, Сун Жун начинает прямую трансляцию и обращается ко всем присутствующим. Она начинает с истории своей жизни и того, как ее всегда любили, потому что она была дочерью богатой семьи. Однако после того, как ее семья обанкротилась, она поняла, что большинство из этих людей никогда по-настоящему не заботились о ней. Именно поэтому она присоединилась к конкурсу танца с мечом, чтобы завоевать любовь многих людей, и она получила ее, но не так, как хотела. Сунь Жун заявляет, что она поняла, что ей не нужна любовь всего мира, а достаточно
достаточно любви одного особенного мужчины. Для нее этого достаточно. У всех разбито сердце, когда они слышат это, и заклинание, контролирующее его, разрушается, в то время как Ван также застигнут врасплох словами Сунь-Джуна. Смелый жест. Он подходит и становится рядом с ней, где она говорит ему, что отвергла весь мир ради него. Внезапно они купили огромный метеорит, летящий к земле. Сунь-Джун беспокоится, но Ван говорит ей успокоиться. Он бросает свой меч в метеорит, разбивая его на 1000 безвредных частей, которые сгорают при входе в атмосферу Земли, и дарит людям внизу великолепный, но скудный дождь. Сун Вонг счастлива видеть это, и тогда Ван делится с ней своей хрустящей лапшой. Она понимает, что это равносильно тому, что он дарит ей обручальное кольцо, поэтому она берет его. Метеорит не летел к Земле естественным путем, но им манипулировал демон Ричмонд. Несколько минут назад, когда Ричмонд осуществлял свой план по уничтожению Земли, демон-советник попытался остановить его, поскольку его целью было завоевать Землю. Однако он отказался слушать его, потому что понял, что вместо того, чтобы нападать на Санронга, они должны были напасть на Вана, который был это реальная угроза для них. Советник не был убежден, но император демонов попросил его позволить Ричмонду делать то, что он хочет. Затем Ричмонд превратился в свою змееподобную форму, когда летел на метеорите, но был уничтожен атакой Вана. Император демонов, увидев это, пришел в ярость и приказал своему советнику готовиться к войне. По его команде советник зажигает факелы измерения, которые являются особым артефактом. Тем временем Ван и Санронг планируют еще немного насладиться своим свиданием на Международной космической станции, но проходя через ворота. Они внезапно обнаруживают, что превратились в дерьмовую трехмерную компьютерную анимацию. Санронг впадает в панику, задаваясь вопросом, что же это такое в Дэдпуле, разрушающем четвертую стену, а затем Ван указывает, что Земля все еще выглядит такой же старой. Армия демонов готовится к войне, и советник создает гигантский портал, соединяющий их мир с Землей. Демоны вторгаются на Землю и начинают сеять хаос, преследуя людей и разрушая здания. Важные шишки, отвечающие за оборону Земли, устраивают собрания, и зоопарк сообщает им, что отряд специального назначения не может сражаться с демонами прямо сейчас, потому что они слишком заняты эвакуацией мирных жителей. Однако у него есть идея, как победить демонов раз и навсегда. Зоопарк объясняет, что во фракции 60 есть трещина в пространстве времени над школой. Кроме того, там есть усовершенствованная испытательная машина, и несколько месяцев назад она вышла из строя во время тестирования Вонга и выпустила мощные молнии постоянно. Он предполагает, что они могут установить испытательную машину и убить демонов одним махом. Но сильнейший в мире практик самосовершенствования сейчас недоступен. Клоун, который является номером 2, заявляет, что ты будешь управлять машиной и докажешь всем, что он такой же сильный, как и номер 1. Чжуй и отряд спецназа пытаются отвлечь демонов, пока номер 2 готовит машину, но задача кажется им слишком сложной. Тем временем Ван и Санром застряли в петле с 3 точками D и не имеют возможности выбраться. Ван окутывает Санрома защитной аурой, а затем ломает стену космической станции, надеясь сбежать из их компьютерной тюрьмы. Он пробивает стену только для того, чтобы оказаться прямо перед ними, выглядывая сквозь стену, которую они только что проломили. Это не просто один, а бесконечно повторяющийся цикл Вана и Сунронга, запертых в пространственной тюрьме. Сунронг задается вопросом, как они могут сбежать из этой тюрьмы, и Ван отвечает, что если бы его меч Джинг был здесь, он мог бы освободить их в одно мгновение. Но он немного сильно толкнул его, и прямо сейчас он возвращается с Юпитера. Сидя на своем троне, император демонов видит величайшую угрозу для армии демонов, захваченной в плен заклинанием советника. Советник рад слышать похвалу от своего учителя и говорит, что из-за того, что некоторые лампы измерений были случайно опрокинуты, его пространственная тюрьма не идеальна, но это так. Он все еще достаточно хорош, чтобы удержать даже Вонга. Находясь на космической станции, Сун-Джун потеряла надежду когда-либо выбраться из пространственной тюрьмы, и она боится, что даже если они в конце концов выберутся, мир будет уничтожен. Ванг занят тем, что пытается что-то выяснить, и ему наконец удается взломать матрицу и изменить стиль анимации еще раз, превратив себя в трехмерных персонажей с высокой детализацией и частотой кадров. Они смотрят на Землю и видят, что там бушует гигантский циклон. В небе над школой 60 фракций Джу был загнан в угол гигантским демоном, который приказывает ему сдаться. Однако мастер номер 2 закончил настройку машины грома, и он высвобождает свою духовную энергию, чтобы вызвать интенсивные облака, и превращается в огромного Пикачу, выпуская мощные молнии, которые уничтожают демонов. Гигантский демон пытается остановить его, но Джуо и его команда возводят барьер вокруг мастера и защищают его, пока он не победит всех демонов. Когда все начинают думать, что они победили, портал внезапно увеличивается в размерах, и из него падает гигантский цилиндрический камень. Он размером с мой гигантский цилиндрический камень, но мастер номер 2 полон решимости помешать ему упасть на землю. Он высвобождает всю свою энергию, когда хватает камень, и несмотря на то, что ему приходится вставать на колени, ему удается удержать его. Императора демонов забавляет его демонстрация силы, и он начинает смеяться над тщедушным человеком. Одним движением пальца он создает тысячи порталов по всей Земле, и из них спускаются такие же гигантские камни. Эти камни на самом деле являются космическими кораблями демонов, и демоны вылетают из них. Увидев это из космоса, Санронг думает, что Земля обречена, но Хуан говорит ей, что надежда все еще есть. Он подходит к лифту и поднимает зеркало, которое находится внутри него.
него. Санронг спрашивает его, что он планирует делать, и он говорит ей, что пространственная тюрьма, в которой они находятся, похожа на игру. И он собирается перегрузить видеокарту, чтобы она вышла из строя. И лучший способ сделать это – использовать зеркала. Он ставит два зеркала лицом друг к другу, а затем встает между ними. Когда Уай высвобождает свою духовную энергию и начинает светиться, бесконечное количество отражений начинает разрушать тюрьму. Затем он просит Санронг использовать ее дух меча, чтобы увеличить нагрузку на тюрьму, и она это делает. Пространственная тюрьма начинает давать сбои и зависать, а пространственные лампы в царстве демонов внезапно переходят в турборежим. Они начинают гореть слишком сильно и слишком быстро, и советник не в состоянии держать их под контролем. Несколько мгновений спустя все лампы внезапно вспыхивают в одно мгновение, и пространственная тюрьма, окружающая Международную космическую станцию, исчезает. Ван и Сун Жун снова вернулись в свои тела. Ван просит ее остаться здесь, пока он спасает мир, но Сун Жун беспокоится, что его личность будет раскрыта, если он это сделает. Его это больше не волнует, и он мчится к Земле с гиперзвуковой скоростью. На Земле демоны сеют панику и разрушение, и даже Чжу потерял всякую надежду. Внезапно один демонический космический корабль взрывается и падает на Землю, и Чжу понимает, что герой здесь, чтобы спасти положение. Ван стоит на вершине рухнувшего космического корабля, излучая золотистую ауру. Он уже собирается действовать, как вдруг рядом с ним появляется Лин с красивыми крыльями бабочки. Он потрясен, увидев ее, и она что-то шепчет ему, прежде чем телепортировать его прочь. Она садится в поезд, путешествующий по мультивселенной, и рассказывает свою предысторию. Много лет назад, когда Лин была еще ребенком, ее отец учил ее особому волшебству, присущему их виду. На их мистической и неземной родине Лин пыталась собрать свою духовную энергию и использовать ее так, как велел ей отец, но у нее ничего не получилось. Она была ребенком расы бабочек, но у нее еще не проявились крылья. Лин было грустно, что в будущем у нее, возможно, тоже не смогут вырасти крылья, но ее отец сказал ей, что она просто поздно расцвела. Он сказал ей, что крылья людей-бабочек обладают особой способностью, которая позволяет им свободно перемещаться в любое измерение, и это очень важно. Почему многие инопланетные расы пытаются захватить их в плен? Он хотел, чтобы его дочь тоже научилась использовать свои силы, потому что в последнее время демоны стали проявлять агрессию по отношению к ним. Это было все, что он хотел сказать, и внезапно в небе открылась трещина, из которой начали падать демонические космические корабли. Отец Лин знал, что происходит, и в последней отчаянной попытке он создал портал и отправил свою дочь через измерение, попросив ее остаться в безопасности. Портал закрылся, когда Лин плакала, наблюдая, как на ее отца нападают демоны. Именно так она оказалась на Земле и была найдена духом меча, который вырастил ее. Теперь Лин рассказывает Вану, что это был день, когда клан бабочек был уничтожен армией императора демонов. Она утверждает, что для демонов обычное дело вторгаться в другие миры и уничтожать тех, кто обладает меньшей силой, чем они, и поглощать их духовную энергию. Ван спрашивает ее, почему клан бабочек не сопротивлялся, и Лин высмеивает его за глупый вопрос. Она отвечает, что раса демонов стала слишком могущественной, а император демонов завоевал тысячи слов, не сходя со своего трона. Она утверждает, что Землю скоро постигнет та же участь. И говорит Хуану, что он поймет, насколько бесполезно сопротивляться императору демонов, когда встретится с ним в человек в ближайшее время. Тем временем все люди на Земле находятся на грани потери надежды, как вдруг они получают уведомление о прямой трансляции. С персоналом Международной космической станции что-то не так. Она всем говорит, что несмотря на то, что шансы у них подавляющие, все они совершенствуются. Она призывает всех использовать духовную энергию, которую они так долго культивировали, чтобы защитить свою планету от вторжения демонов. Речь Сунь Жуна трогает каждого, и все люди на Земле восстают против демонов. Император демонов тоже слышит ее речь и аплодирует ей, называя ее достойной прической легендарного героя. Однако он приказывает своим солдатам уничтожить ее, чтобы разрушить надежды всех людей. Внезапно Линин и Ван телепортируются в тронный зал императора демонов, и она склоняется перед ним. Она заявляет, что привела Вонга к нему в соответствии с его инструкциями, и теперь он должен сдержать свое обещание и освободить сестру своего духа меча. Советник использует свою силу, чтобы поставить ее на колени, говоря, что ни одно слабое существо не заслуживает того, чтобы стоять перед императором демонов. Однако он расстраивается, когда его трюк не срабатывает с вином, который просто взмахивает рукой и отправляет его врезаться в стену. Император демонов смеется над этим и встает, замечая, что за последнюю 1000 лет ничто не заставило его поднять свою ленивую задницу с трона. Но Ван слишком интересен, чтобы его отпускать. Когда он подходит к нему, Лин вздрагивает от страха и начинает пятиться назад. Император демонов спускается по лестнице, и Ван спрашивает его, закончится ли война, если он просто убьет его. Император демонов прыгает перед ним и наносит ему мощный удар, но Ван просто блокирует удар одной рукой, шокируя его. Вернувшись на Землю, космическая станция подвергается нападениям со всех сторон, и Санронг не видит никакой надежды на победу. Внезапно космические корабли демонов вокруг них взрываются один за другим, когда Джинг проходит сквозь них. Он направляется к Солнцу неправильно, и она помнит все, пока держит его на руках. Она спрашивает его, не угрожает ли Вану какая-нибудь опасность, и Джинг замечает, что его хозяину ничего не угрожает. Опасность представляет он сам. В
В царстве демонов Ван бьет императора демонов с достаточной силой, чтобы изгнать его из замка. Император демонов не может поверить, что в царстве людей был такой сильный культиватор, и удивляется, как он раньше о нем не знал. Ван просто отвечает, что он всегда скрывал свои истинные способности, иначе Земля была бы уничтожена, но это не его планета, поэтому он не планирует сдерживаться. Император демонов начинает убегать, и Ван преследует его, но это был всего лишь план демона заманить его. Он использует свою ошеломляющую скорость, чтобы атаковать Вана, в результате чего тот врезается в космический корабль. Он наносит Вану множественные удары, прежде чем броситься на него в лоб и несколько раз провести его по своему плану, прежде чем они остановятся. Ван держит императора демонов за клыки и не может в это поверить. Затем Ван разворачивает его и уносит обратно в свой замок, где Лин спасла сестру своего духа. Ван приходит туда довольно скоро, и император демонов теперь в ужасе от него. Он спрашивает его, как можно найти такого сильного культиватора на такой слабой планете, как Земля, и Ван просто говорит ему, что люди — это народ, который никогда не сдается перед лицом трагедии, и даже без него они никогда бы не подчинились демонам. Он вот-вот прикончит императора демонов, как вдруг советник появляется у него за спиной для внезапной атаки. Он видел, как отец Вана менял амулет на своей шее каждую неделю, и решив, что это его слабое место, он насильно снял его. Это была ошибка, о которой он будет сожалеть все те несколько секунд, что ему остались в жизни. Потому что подавленная духовная энергия Вана начинает переполнять его, когда он амулет снят. Замок сотрясается, когда его окутывает золотая духовная энергия такой силы, что она уничтожает планету демонов, просто высвобождаясь. Эффект этой высвобождающей силы слишком велик и вызывает серьезные трещины в пространстве. Сияние Вага проникает сквозь трещины и мгновенно убивает демонов, летающих в небесах Земли. Демоны превращаются в пыль и исчезают, и вскоре небо становится нормальным, а космические корабли демонов тоже исчезают. Все празднуют свою победу, и начинается дождь. Дождь исцеляет раны каждого, и по ходу дела он обнаруживает, что это не вода, а жиженная духовная энергия. Средняя ценность духовной энергии Земли начинает увеличиваться по мере того, как энергия разрушенного Рима демонов начинает просачиваться внутрь. Лин телепортируется обратно на Землю вместе с сестрой своего духа, как раз перед тем, как Ван тоже телепортируется обратно. Она думает, что он убьет ее, потому что она предала его и узнала его тайну, но она просит его, по крайней мере, отпустить ее сестру духа. Ван говорит ей перестать говорить глупости, достать из кармана свой телефон и позвонить его отцу, чтобы он немедленно принес ему амулет. Она подчиняется и помогает запечатать силу Вана, спасая Землю от разрушения. Вскоре после этого Чжу получает награду за победу над армией демонов и становится мировым героем. Сун Ран возвращает свою компанию к процветанию, в то время как все начинают усердно работать, чтобы восстановить ущерб, причиненный войной с демонами. И вскоре все возвращается на круги своя. Однажды, когда Вэй и его друзья едут на поезде, Гэу и Чэнь спорят о причинах бегства армии демонов. Они задаются вопросом, кто те таинственные герои, которые уничтожили их космические корабли, но картина слишком яркая, чтобы что-то четко рассказать. Они считают, что он должно быть лучший культиватор в мире, и начинают валять дурака. Сун Рон смотрит на идиотов, а потом спрашивает Вана, что именно произошло в тот день. Однако он беззаботно спит, потому что у него наконец-то появился шанс сделать перерыв в своей